Вот как тогда скажешь. Так, готов. готов. Ну давайте тогда 3, 2, 1. OTK Games Expo, ей! Я сейчас подойду через секунду. На, вы, брат, здравствуйте еще раз. Ну, вообще, сейчас посмотрел, тут Sure, это my name первых, is Ivan наверное, Maltini. 10 My минут, это company is пиздешь called Good Morning разработчиков, Games, нам but столько it's just my мотать. wife and I, so Даже больше. Можно перемотать, в принципе. Вот трейлеры начинают показывать через 15 минут, и это Toxic Crusader. У меня такое чувство, будто тут вообще ничего не будет. Ну, давайте начнем просто. Ну, пока, да, сейчас Лагуна вернется, можно перемотать. So it's like my first game. It's much harder to make a game than anyone thinks. It also means there's 1,000 bugs I have to fix every day. Just didn't know if the game had, you know, this acceptance from Да, но the зато мы не смотрим general Limited Run Games, audiences. потому что его нету, и не смотрим ту гениальную конференцию этих хоррор-разработчиков, блядь, которая в кошмарах будет сниться все нам. Basically, no one knew the game existed. Having done this myself and then with the help of my wife, you know, it's a monumental task. There's so many moving parts. Ну, драйв мы уже в and любом so случае не many успеем people посмотреть, так The whole что... effort of Да. marketing and developing Ну, в and принципе, если будет testing совсем and неинтересно, coming можно up with new забить. ideas is Да, не, ну all если done не интересно, in-house. то просто, да, And заканчиваем for three свою people, ну, то есть that's мы. very- Ну, да, да, да. That's a lot of work. Что сделал? That's a lot of work. Never prepared for this. And that. Getting your And game in front that. of people is kind of like And this. what makes all the stress worth it. And I never thought I'd ever be seeing over 100,000 people reacting to my game all at once. So it's kind of like, I don't know, very surreal, like I said. No, Ну it что, was- много it игр was показали? fantastic. People liked it. It was like 55. an 800% increase in wish lists in the И все виш-листе уже у лаборатора. Блин. gameplay being shown, and the game was actually Лаборатор потом поделись своим виш-листом. quite, Надеюсь, ты interesting покажешь to me мне as свой the- виш-лист. So many people came that crashed the servers. Да, наклонись и покажи свой виш-лист. Ну что, перематываем? And from then on, Ну давайте Перематываем? посмотрим начало. Ну да, видишь, смотри, тут одни разработчики, и судя по превью Ютуба, тут будут одни разработчики. Ну там очень много. дальше будет какая-то панель, хоть панель посмотрим, давайте. Something like 2,000 А, ну players не in перематываем. beta. and Ну, since давайте, OTK, we can Да actually тут see вроде это чисто them to вступление. possible. Ну М, да. Want to do it, now is the best time to Ну do просто it вот это because you have so вступление, many tools. потом Even if этот you're not working on a game, whatever you're doing, панель, just потом keep at it. трейдеры. You know, that's what I wanted to say. То есть это конференция, ты имеешь в виду? Да, тут панель слишком... На стримах он выглядит лучше. Есть такое, да. Ему не стоило одевать костюм. Ну, какая пиджак. Выглядит как бомж. Асмонголдом? Я смотрел у него некоторые стримы. Я смотрел, как он его путешествие в Final Fantasy 14, так сказать. Интересно было с точки зрения того, как он уже вовер со стажем, да? Мгм. Очень было интересно смотреть его мнение об игре. Я смотрел его разные реакции видео и несколько документалок, которые он смотрел. Вот это было очень интересно смотреть. Ага. Его супер неинтересно смотреть, я не знаю, кто постоянная аудитория. Ну, типа, это люди, которым нужно объяснение очевидного. Да, но он чудовищно популярен, то есть он там, я прям не знаю. Не XQC. Попытайтесь в воображении убрать у Асмонголда Барбороду, блядь, и вы увидите, что на лицо, не знаю, 10-летнего ребенка максимум. Барбороду. Да, лабораторы сидят на диванчике Сарочка и две горячие азиатки. Но пузика только у Сарочки. Кресло бюрократа. Блин, где здесь азиатки? Или 10 вообще, я не понял, сколько тут человек. То есть уже 7 человек, 7 человек, блядь. Вообще, это... Как это Games Expo появилось? Из еще у них Intel, Razer, Starforge, я не знаю, что это. Starforge это контора, но долго объяснять, кто это. Не буду. Сода Поппин хуй знает, кто сейчас, но раньше был как Сода. Да. По опытному по количеству фолловеров.
Там прям топ-1 натурально. Причем достаточно долго вроде он держал. Ну, для такой вещи. Охуенно, лаборатория. То есть тут, походу, ведущих больше, чем игры. One talking is you, the viewer. Great analysis. Погодите, вы хотите инди-игры показывать? Какой great analysis? Откуда заловил тред игры? В Дискорде зайди тред игры. Что тебя? Это тебя учат, а? О, господи, блядь. Я не могу на это. У него тогда еще наметка, он такой, о, блядь, как нужно! Модельером делать деньги через будете. Я не знаю, в чем проблема с моим персонажем. Потому что он не Мэдисон, блядь, вот в чем проблема. The exact same thing. But it's going to be a little bit different this year because we're going to be Так, стоп, они splitting it up деньги into отдают two собранные $25,000 девелоперам, я правильно categories. понял или что? The first category here is going to be $25,000 going to the game that is the Очень странно, OTK если choice. честно. From everybody who's on the team here, it is the game that we feel like has the most potential, and we really want to put some money towards making that game turn into a reality. Now, the Ужасы other маяка в новом сюжетном $25,000, трейлере хоррора however, is Layers going of to be Fear you от Bloober guys. Team. That's because Блубер, you блядь, guys can Блубер, go почему to я the Блубер, Discord сука, пошли там? GG/OTK. Возможно, Почему когда-то всё And в the шутку game that gets the произнесли most votes блупер, is going to be getting a и все начали так $25,000 grant говорить. by us. Почему Сидели вот собой? вы, собственно, вот раз за разом видели, что я вот так вот над собой смеюсь, блядь, говоря, Блупер Тим, блядь, и не поправляли. То есть это же не один год, это 5 лет подряд, я говорю, Блупер Тим, а что за хуйня? Если тебя никто не поправлял 5 лет, может быть, все думали, что так студия называется. Я всегда задался вопросом по поводу их лога, но я не знал до конца. Настя хвастается своими 76 персонажами, я своего скинул. Это вот этот челик, который... Да. После спортивки и пиджак, блядь. Что там такое? Это Лакни на кресло Гандама собрал, да? Ой, господи. Да, это Лакни на стриме. Их Бандай не засудил за такой дизайн. Эй, А, это так, что? Ну, это... Ну, типа... Это очень ленивый вариант кастом билда. Ну, выглядит это хорошо, но... То есть, все, что они сделали, это поместили компьютер и сверху крышку поставили. Это очень сложно. Это, нет, это подставка под робота. Да, да, не совсем, ну, то есть, типа, как... Там и арт, который на фоне, он, типа, блин, ребят. Надо... Это извини, что перебил. Надо свой дизайн делать. Это фирма Starforge, это, которая, получается, делает фигурки или что? Нет, они компьютеры собирают, кастом. Не Не совсем, они типа, как сказать, если тебе нужна какая-нибудь хрень по типу вот этой, они тебе ее сделают, что достаточно сложно. Но они сделают на этом контент заодно, то есть они сделают то, как они это делают. Я надеюсь, они девелоперам лучшим будут дарить вот такие вот компьютеры. А еще шутка, что вы видите их логотип, да? Сейчас, когда я его покажу. Их логотип — это молоток перевернутый, но он не выглядит как молоток. Он выглядит как совсем кое-что другое. Вон их лого. Он Да? выглядит как маяк из Layers of Fear. Да, именно маяк, который стоит. Стоит Где-то маяк. там стоит. Над этим. Я В пойду этом- себе влагучку пожрать. По-моему, где в Штатах сейчас за ненадобностью маяки правительство продает или раздает просто, и ты можешь заиметь свой собственный маяк и жить там. Прикинь, это же охуенно. И если интернет есть, то да.
Если нет, то... Интересно, доставка еды туда довозят? Ну, если недалеко от города, думаю, да. Ну, хотя, я так понимаю, что на Западе доставка очень дорого стоит. Там, да, типа, буквально. Они где-то берут за $1 или евро за минуту доставки, то есть, да. Если у тебя 10 минут ехать, $10. Это, тут часто с играх реклама идет, вот этот спонсор видео HelloFresh. Да, HelloFresh, да, там да, у них очень интересно, где там эти доставляют продукты, из которых ты сам готовишь. У нас такой же Там был стартап, но он дерьмовый был. Слышал, я знаю только Яндекс.Еда, Delivery Club и Самокат. Яндекс.Лавка сделали рецепты, то есть ты можешь подобрать продукты под рецепт. Не то же самое, но рядом. Так, я, как сказать, уважаю, что они запилили свою конфу, но они должны, наверное, понять, как должны работать видеоигровые конфы. То есть они проходят, как сказать-то сейчас. Ну, это, знаешь, это все-таки не для людей, это для тех, кому нужны эти стримеры. Для всех остальных здесь unwelcome. Наверное, да. Просто они, кажется, все равно еще, они в той категории, когда вот только вот эти первые конфы пару лет назад запускались, чьи-то вот нецентрализованные такие. И, да, слушай, да, это прям вообще маяк интересный очень. Это прям как символ Kingdom Hearts 2 организации. No, anyway, yes, there is a discount going on as well at Starforge, a 5% discount, as well as a free PC being given away. Я вот очень сильно не понимаю, то есть, а кому нужен такой очень крутой продукт, конечно, да, но при этом он рипов. Я бы, может, не отказался от крутого робота или там вот, дизайн такого, но где мне его ставить? Зачем он, ну, как бы... Ну, да. Нет, типа, я все понимаю, ну, типа, я бы хотел тогда уж или официальный, ну, может быть, не официальный, да, ну, типа, как-то, кто мешает от руки нарисовать, ну, что-то мешает, да. Первая игра выставки. Но... Мы ее уже видели. Да, вот здесь сразу. Мне кажется, это тот же трейлер. Не знаю, меня эта игра до сих пор смущает. Да. Столько работы и... То есть, вот ее, блин, прям она сразу начинаешь со Shredder's Revenge сравнивать. И не в лучшую сторону. Кстати, странно, что не было трейлера. Или был трейлер у этих? Был черепах, но его нигде ни на одной выставке не было у DLC. Кстати. Да, то есть или от художников, или там художников, дизайнеров. Либо уж тогда полностью оригинальный дизайн, или, собственно, копия нормальная. Потому что вот это полумера, я это не понимаю. Братер, хватит за мной повторять. Ultimate Gladiator Sim. Вот что это игра. Да, не, мы этого не видели. We who are about to die. Это мобильная игра? Нет. О, ты мышкой машешь, как ты машешь оружием. Буратор, хватит возвращаться в прошлое и повторять за мной. Не, это не для меня. Да, Лакни, да, что-то, да. Ну, и опять же, даже этот общий рисуночный дизайн, он тоже достаточно... Кстати, да, картинка-то гораздо лучше, чем то, что они сделали в 3D. Еще тот тоже идиотизм, тот еще. Типа, блин, упростите дизайн картинки. Зато все будет в едином стиле. You guys just saw We Who Are About to Die, which is available now on Steam, and Toxic Crusaders, which you can wishlist on Steam. So that Toxic Crusaders kind of remind me of I played a bunch of Turtles in Time back on the Super Nintendo, remind me of that. But да ладно. Интересно, почему она ему напоминает Turtles in Time? Let's get into some action games. Ну, кстати, они начали игры показывать. Или нет? Или они мужика начали показывать? Вот, типа, вот всегда, да, эти топовые стримеры, они всегда занимаются такой херней. Почему это так связано? Типа, это
топовые тиктокеры чуть раньше. Типа одно и то же. Всегда надо вот, типа, как популярное, но не популярное. Че за херня? Типа, ну наше, ну только у нас такое есть. Ну, типа, Так, ну кажется, это что-то новенькое. Турни бой Роб the Bank. Ладно, название мне нравится. Это топ-даун шутер будет, что ли? По-моему, такой покемон есть. Это сиквел? Это вторая часть чего-то? Hotline Miami. Турни... Слушайте, у этой серии довольно интересные названия игр. Я, правда, про первую часть не слышал. Там такая же, тоже шутан. Так-то выглядит ничего. Да, неплохо. А что я пропустил? Игры. Сейчас показали турни бой Роб the Bank. Это сиквел топ-даун шутера. И довольно интересно выглядело. А до этого было что? Компьютер с роботом. Гейм-трейлер. Нихуя себе, они до сих пор существуют. Game Trailers. Кстати, до сих пор существует у них YouTube канал, они реально тот трейлер выкладывают. То есть им, видимо, Не, я про трейлеры для игр. Ну с этим тяжелее. Gangs of Sherwood, разве ее не показывали? Да, про Робин Гуда-то выходила игра, притом она какая-то ебанутая. Эту игру показывали чуть ли не на старте PlayStation 5, нет? Она до сих пор не вышла, что ли? Или что? Или это какой-то апдейт? Это другая, видимо. Другая, видимо? Да, я люблю, когда в видеоиграх историческая достоверность. Это Юнон? Да. Кстати, я что-то как-то невнимательно вообще смотрел по ходу трейлер этот Rebirth, потом пересматривал, там реально Юнон показывали. Да. Я что-то как-то упустил. Был Робин Гуд, который, блядь, я не помню, что-то типа от Team Fortress. А это, видимо, да, типа Ордера. Hello there. Ну, то есть это трехмерный битэмап, да? Да, выглядит хорошо прям. Почему он в пол стреляет? У него рикошетит, окей. Вообще это выглядит интереснее, чем какой-нибудь Верминтайт. Ну, это боссы интересные. Дизайн неплохой. Все прям что я ожидал от Робин Гуда. Да, но Робин Гуд очень странный. Остальные неплохо выглядят, а вот Робин Гуд как-то Робина Гуда должен был играть Тимати Шаломе. Это он какой-то потерянный. Да, они все какие-то как ушибленные. It's set in like a biopunk sort of theme from a game from 24 years ago. That game is Slave 0X. Это же тоже стример, да, какой-то? Наверное, все стримеры, наверное. Да. Это да, это я помню по тому, что Сара Демко играл. Она у меня в виш-листе. Нет. Ну, мне демка не особо понравилась, очень однообразная. Я помню, ты мне как играл, да. Ты не понимал, что надо как не боже, бежать вперед. Играл как боже. Нихуя себе.
Это была трехмерная модель, ретроскопированная. Эта игра выглядит так, как будто она прямиком с Сатурна. Я еще иду с лучшей приставки на свете. Почти. А, он стример Вова, ну понятно тогда. Он не понимает, где он находится. That game looks so freaking good. All these games are going to look so good today. I'm incredibly excited to keep showing you. Он, наверное, первый раз сегодня видит другие игры. Он похож на жирного из Лоста. Make sure you do that. And Asmon, what do you think? Honestly, like with a lot of the action games, I'm pretty excited. Асмонголдом хотя бы реально играет в другие игры. Асмонголд волосы не расчесывает. Что это за хуйня на голове, блядь? Это волос. Батя, они, наверное, не расчесывают, блядь. Хвост вообще будто, не знаю, у пони отрезал хвост, себе приклеил, блядь, затылку. То есть ты находишь его горячим? Батя, это же была не раритя. Подожди, он не там сзади себе хвост приклеил тогда. This is exactly what the Game Expo is all about. I love turnip pool. I love the contrasting cuteness and violence that goes on in the game. То есть они будут показывать часть игр, потом они будут обсуждать, что они увидели сейчас, или как это работает? Или... Вот, кстати, Сара, первая игра, которую показали. The art style is really cute, so I really like it, and I feel like they put a lot of love into the characters, so I would be so excited to play this. У них такие ценные мнения, да. А эта игра очень красивый арт. Yeah, I don't know about that one. This game looks absolutely fantastic. I'm very excited about it. Отличная игра, я очень жду ее. Да, это сиквел другой игры, которая называется точно так же. Да, может еще 10 раз повторить, что игра хорошо выглядит. Игра выглядит, кстати, хорошо. The second one, I'm gonna be honest, like I thought it would just look awesome. Like the graphics looked great, the movement looked great, everything about it. В этой игре замечательная графика. А еще она хорошо выглядит. Комбо это очень круто. Не, ну, кстати, вот тут как раз Шервуд, а прикольно, то есть такие игры делались на втором PlayStation, когда у вас там и такой битэмап, и да, вместе можно поиграть. А тут еще вчетвером, блин, довольно неплохо выглядит. То есть это такая крепкая бэка, времен давно минувших, но такие, блядь, не делали уже лет 15. Классы уникальны, они все по-разному играются. Я помню, какую же игру... А, это по Forgotten Realms была игра. Довольно прикольная была. Там что-то типа этого, господи. Я забыл, как эти называются игры, как типа Dynasty Warriors. Мусо. Да. Типа Мусо, и там был Дир Даурдан, и сюжет писал этот... как раз Сальваторе, по-моему, да? Который... Это на втором PlayStation было, да? Да. Там можно было между персонажами переключаться. Мочилово такое было довольно бодренькое. Я помню, мне очень нравилось. Да, ну там это битэмап был чисто. Ну прикольно, да. Может, не, вряд ли Dark Alliance. А я не помню, как она называлась. А в игре не Dark Alliance. Dark Alliance другой, это чисто Диабло. Я в нее играл чисто потому, что там был Дзир. Потому что тогда фанател от книжек по Забытым Королевствам. В игре есть персонаж, который мне больше нравится, чем другие персонажи, и, возможно, я за него буду играть. Так, я это... Next Weapon 2.d стайл. Чувак, ты видел? Ну, я сам только ее недавно видел, Symphony of the Night. Покажи мне игру, которая выглядит лучше в миксе 2D и 3D. Васян. Он, правда, наверное, даже не слышит. Marvel vs. Capcom. Ну, это все-таки файтинг. Там с файтингами в плане спрайтов вообще тяжело это конкурировать. Если посмотреть Street Fighter 3, там охеренно все выглядит. Или King of Fighters. Там полная да. King of Fighters, который чуть не обанкротил этих SNK. 2002.
Да, там просто пиздец. То есть я играть в это не буду, но спрайты некоторые, там просто анимация это чудовищно. Да нет, 2002 уже корейцы доделали. Наверное, последний True SNK Ков, это 99-й, наверное. Короче, там, где очень хорошо анимировано Майшарану, это какой? Кто анимирован? Майшарану. А, Май? Да. Во всех хорошо анимирован Май. Особенно хорошо. Да, там сложно сказать, потому что часть анимации это постоянный реюз с предыдущих Ков. Да, брат, Шарен. Я заметил, кстати, как только игры начинают показывать, Сара уходит. Да, ну зачем на них смотреть? Ему интересны стримеры, они... Нихуя себе, это Ален Каменит. Кстати, похоже. Ален Хаменит странная игра была в плане... это выглядела как инди-игра, и она на PlayStation 2 выходила, помню. Она изначально вообще флешка. Да, ну это я и говорю, поэтому это очень странно было. Не, ну это мужики в костюмах, это чисто из Ален Каменита. Так да, это же вроде от создателей. Ее давно же поанонсировали. Правда, мы миллион лет не видели. Ален Хаменит. Demon Stone та игра называлась? Invasion. О! Во время Сэшфеста. Не сегодня. Systems. Хотите себе компьютер с огромным маяком, логотипом на нем? Конечно. Не бесплатно. Брутато. Это, блядь, не показывать эту игру Филу Спенсеру. Да, он уже знает, наверное, играет уже. Мы уже не знаем остальные его топ-игр. Мы знаем только топ-1. И сколько там он наиграл в Redfall? 6 часов? 2 часа? Он собрал, по-моему, половину ачивок. Ну, еще вопрос, он играет сам или у него есть специальный человек? Я думаю, сам. Не управляющий компанией. Там самый прикол насчет Redfall, то есть он собрал эти ачивки до или после выхода игры, вопрос. То есть, потому что там вот это вот, то, что они надеялись, что сами надеялись, что Microsoft отменит проект, они вместо этого продолжили его пушить. Это, конечно... Почти на днюху выходит. Брата, ну типа это настолько похожая игра, что она стала ей. Old from Newgrounds, it's like pretty cool, you know. I'm an old internet guy, right? So seeing that was like kind of sick. You old internet guy. Next up, we're gonna go into some adventure games. Adventure games. Еще, знаете, вот этот кат камеры, он должен чуть раньше проходить, потому что он говорит, а потом стоит и не знает, что ему делать. So we're gonna kick it off with a single-player survival horror from Santa Regione. Деймер. Чего? Ну, survival horror. Деймер, какой-то еще survival horror назовешь. Мы это видели год назад. Она как-то хуёво выглядит, прям очень. Сатурнали, вообще не помню. День числа на что именно стримить? Деймер? Нет, Лагуна будет стримить. Деймер, господи, ты просто говорил, когда что-то ел, и поэтому непонятно было, что ты говоришь. Вася, это был сухой завтрак, блядь, с молоком. Эдж поставил Сатурналии 8. Что? Я победил, видите? Лагуна отсосал. Нет, я отвлекся. Что? Но, кстати, вот в этом трейдере там больше как-то всего, то есть вот несколько героев, не ракурсы иногда, они всегда такие чмошные. Так демка была или что? Или ты просто по трейлеру? Не, да, нам трейлер показывали, по-моему, год назад.
Okay, that creeped me out, which is exactly what it's supposed to do. Our next game is from Fervier Games. It's from Fervier Games. Also, make sure to go wishlist. Make sure to go wishlist that game. All the games in today's show. Ну, блядь, отец любит это доставить какую-нибудь, блядь, ёбнутую Вархаусу. Высокие оценки. Но это не наш путь. Мы играем только в Metroidvania. It is a monster catching game. You can train them up, you can level them up. It's from Fervier Games, and it's called Creature Keeper. Жабка. Это жабка или что это? Да, это жабка. Нихуя себе. А это уже под СНЕС, да, стилизация? Не, ну и лак, это же в Сэнфилде еще было, да. У маленького Джерри Сайнфилда завтра бой с петухом-убийцей. Что? Смотрим на стриме лет через 10. То есть это значит, что у тебя этих покемоны, и они с тобой ходят и пиздят других покемонов, да? Ну, зато здесь не повторяются, на этой конфе пока не повторяются игры, которые были на других конфах. Ну, пока да. что. О, нихуя себе, такой круто. Не, выглядит, кстати, вот как геймплей, но довольно интересно. То есть у игры, как видим, есть свое лицо, и оно довольно прикольное. Я надеюсь, сейчас эксперты в студии скажут что про эту игру. Creature Keeper. Не, ну Toxic Crusaders, он был вне блока анонсированных игр. Cute, cozy game, Creature Keeper. Make sure to add that to your Steam wishlist right now. And we can actually find out Да, слушаюсь, господин, прямо сейчас поставлю, да. 26 часов наиграл в Redfall, ну вообще Фил силен, конечно. And honestly, I'd like him to introduce himself because I think I'm going to mispronounce his name. But anyway, I'd like to ask him a little bit about kind of what's going on with that game, kind of where they're coming from and everything like that. So whenever he's ready, I'm ready to go. So yeah. Я, кстати, обновил там, пока они разговаривают с этим, обновил список немножко, там добавил, что сейчас зачитаю из конференции. Если, конечно, никто не ушел. Господа. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Так. Завтра, значит, ну, у нас Xbox 8, PC Gaming Show в 11. Capcom Showcase в час ночи. Это с воскресенья на понедельник. В воскресенье у нас Ubisoft Horror в 8 вечера. 13 числа, это у нас уже вторник, да, будет? Xbox Game Show Extended в 8 вечера. Это вряд ли там, скорее всего, будут обсасывать то, что уже показывали. 13 июня Guerrilla Collective Presents Dames for Games and Black Voices in Gaming в 23:00. Нахуй. То есть, вы понимаете, у них теперь не только Black Voices in Gaming, еще и Dames for Games. Мне кажется, это надо смотреть. 14 июня Upload VR Game Showcase в 21:00. Это среда. Я думаю, предлагаю аниме посмотреть, и потом после этого посмотреть, если время будет. Ну, не время будет, а как бы... Ну, можно подумать, да. Там она все равно недолгая, она минут 40 будет идти, наверное. 14 июня, вот это я не знаю, я не смогу точно. Grasshopper Direct в 7 утра. Да, я тоже не смогу. А там можно что-то интересное? Это игры, анонс отсюда только, если какие-нибудь. Ну и то, что если суда будет вести, интересно будет. Да, и остался только Анапурна, да? 16 июня еще RGG Summit, это этот Like a Dragon студия. Их какой-то она тоже в 6 утра, к сожалению. Да, есть такое. И 29 июня Анапурна в 10 вечера. Лакни, я все это время думал, что он голый, с голым пузом, реально. То есть, я смотрю, ты что, стриптишь, что ли, блин? Так, я пойду тарелки помыть. Надеюсь, мне в этот раз никого не пропустил. Или, может быть, как опять какой-нибудь инди-обскурная инди-японская обскурная конференция, которая там куча интересных анонсов будет. Почему мужик сменил место на диване?
Сменил место на диване в плане. Он вроде по центру сидел. Ну, наверное, неприятно женщинами на одном диване сидеть. Это моя догадка, я так думаю. Our next game is from Valhalla Cats, and it's actually called. Well, let me tell you a little bit about it first. It's a narrative-driven platformer that kind of channels the classic 80s, 90s animation style. It's really cool. I loved it. Check it out. It's called Stars in the Trash. Да, ну зачем он забрал? Ну зачем он пересел в бок? Вальхалла Кэтс, то есть он попадет в Вальхаллу, да? Нет, Valhalla Cats это студия, да? Угу. Не, ну, стилистика мне нравится. Ой, что это? Что там сейчас было с котом? Ой, тут драться с крысами надо, охуенно. И дружить с собаками? Valhalla Cats Game. Я надеюсь, эта игра неплохо закончится. Геймплей-то покажите, как это будет, ну, побольше. Пожалуйста. Да, и причем Сара уходит, когда показывают интересные игры. Stars on the Trash, я, пожалуй, ее добавлю в виш-лист на всякий случай. Мне понравилось. Так, что там было? Симулятор помойного кота? Да, довольно прикольно выглядело. У него демка Там, есть. кстати, да, демка есть. Fan, we thought, you know, it was awesome, but before we get into these Этих чуваков до этого еще, ну, один раз только показывали, после этого не повторяли, что ли? Нет, их были один раз, они сказали свое мнение какое-то. Они занимаются раздачей призов, да, это понимаю, вот эти Razer Gaming Chair. Блин, Razer хорошая, у него есть поддержка поясницы. Геймер Сабс, слушайте, Геймер Сабс, то есть это же это, да, это энергетики, да, вот эти сухие. То есть Геймер Сабс, блядь, то есть, ну, я не знаю, ты не можешь быть геймером, если ты энергетики не хуячишь, блядь, пиздец. Ну, конечно. Как ты еще будешь сидеть 12 часов играть? То есть такие охуенные игры сейчас выходят, что без энергетиков ты просто сразу уснешь. Horror games. I'm a big fan of horror games, and I love it when I see a horror game take a crazy twist and just get kind of crazy with it. Horror game. That game, with all those different perspectives, we've got third person. Он интересно произносит хоррор гейм. Я люблю хоррор игры. The ridiculousness of the horror aura and take that they're throwing into it, I'm really excited about it. Yeah, you know, an interesting aspect about this game, Champ, I read up on it. Actually, when you lose all of your characters, the roads change. So things change depending on whether or not you lose, which I'm sure you do a lot of. Он читает бумажки. Ну, да, но он прочитал про игру и сейчас это... Он вспоминал, как называется игра, которая ему так понравилась. Ну нет, пока здесь игры, которые показывают, они любопытны и они не повторяются в предыдущих роликах. Было бы меньше вот этих повторов. Охуенный лаборатор. Ну, сразу, да, досматриваем, то есть, да, часу ночи, потом сразу на драйв, а потом и на работу, блядь, на завод. Кальвасаги до пластика. Ты в курсе, что завтра выходной? Вася, ты в курсе, что мы не будем смотреть конференцию 3 часа? Или ты их посмотреть 3 часа? Чё? Мы как минимум можем перемотать около получаса. Ну как мы тогда увидим видеоигры? Нет, стоп, мы можем перематывать не видеоигры. Ну нет, ну если перематывать, там тоже хуйня какая-то будет, кстати. Нет, ну тут дальше игры повторяются. Ну да, нет, ну давайте еще сколько там, я-то готов смотреть. Да я просто, я думал, что ты, как бы, ну, по тому, как ты говоришь, что ты недоволен, что как пойдет. Моя единственная проблема, что Райан Гослинг убил бы лучше.
but it's also that really nice indie pixel art style that. А вот эту игру мы же видели, да? Ее только здесь показывали. Не, по-моему, на других конференциях тоже были. Кричер Кипер, по-моему, нет, не уверен. Ну, Кричер Кипер это та игра про это. Это про покемонов, что ли, или нет? Да, это та, что сейчас показывали. Они показывают несколько игр, потом говорят свое мнение, а потом дальше продолжают. Я о том, что сейчас тут покемонов нету, то есть это значит, можно иметь покемонов рейтинг. Кто-то винот Зельда. Нихуя себе лаборатор. Если бы у меня не было второй работы, я бы, наверное, этим удивился, потому что у меня в понедельник тоже выходной. For something, I don't know. It was, but people love cats. They love that narrative-driven story, and you can tell the devs of this game have cats. They're highlighting all the different things. Кот его лучший друг пес, блядь. Ну, он даже с другой собакой дружит, только мышей бьет. Так а это, я не знаю, это дом его хозяев. Если его хозяев, то почему-то они все там засрали, блядь. Возможно, хозяева давно мертвы. А у хозяев висит картина того, как они мыли этого кота. Вон, смотрите, слева сейчас, если покажут. Вазу разбил. Теперь его выгонят. И смотрите, картина ребенка в 2 раза меньше, чем картина с мытьем кота. Вот это святое. Ну, братан, на какой пес инвалид? Который на улице был или который здесь? Не, не знаю, не этот, а вроде другой там, да, на инвалидной коляске был. It's a single-player game. 36 лет. You guys can play on the couch together or something. I'm relatively sure it's a single-player game, but I mean, the art style is really very nice. But let's wrap this the fuck up. Okay. All right, chat. You guys right now can vote for your favorite game in Discord. Чувак справа похож на Светова, который, блядь, бороду отрастил. И почему-то не тусуется рядом с этими, блядь, 10-летними школьницами. You guys have been there. Just go find it, go vote, okay? And before we go to a quick break, check out the Spirit of the Samurai game trailer right now. Ну, это, по-моему, Spirit of the Samurai нам показывали, то есть это уже повторение. Зачем он брейк? Да, на самом деле. Вот только что было, которое One More Kingdom. Ладно, я только не очень понял, вот это инопланетянин. Не, это ж не инопланетянин, это этот, как его душа. Ну, странновато выглядит. То есть душа какая-нибудь, не знаю, мана, вот эта хуйня, все. Может, это душа его сына, блядь, или там дедушки, бабушки. Может, это душа лаборатора, блядь. Ну, есть ли у лаборатора душа? Блядь, трек Туйоми выходила или нет? Игра, которая вот это очень стильная, слева направо, тоже двухмерная, самурайская, но то, что я слышал, прям геймплейно просто чудовищное говнище. Когда, черт возьми, Vanilla VR портирует Мурамасу куда-нибудь, кроме Ви и Виты? Две лучшие платформы на свете, на которые невероятно проблематично играть в наше время. Они могут портировать таким темпом на Ую, как Ую. Так, ладно, эту игру мы уже 3-й раз уйдем. Я Мурамасу где-то половину прошел, что вообще забыл полностью. Ну, она так, не лучшая игра на свете, но она просто очень хорошо играется. Река 3-й раз, а я пропустил 1-й и 2-й раз, после прочего. Вот специально для тебя, значит, показываю. Отлично, Лак, не отлично. А внизу обычно лаборатор пенис торчит. Нихуя себе, то есть это она будет свою избушку на курикнушку делать? Это, походу, меня заглючил Chrome. Сейчас. То есть я не понял, девочка в лесу, там избушка на курьих ножках бродит, и она решила свою делать, чтобы типа... Да, причем вот, ее избушка тоже на курьих ножках и ходит. Понятно. И потом будет битва избушек на курьих ножках. Охуеть. Не, ну лаборатор, я сейчас так кресле бюрократ, на нем нету пузика. Я не курю сутки, на всякий случай, я не курю сутки, блядь. Блядь, как хочу зажрать, просто не курю сутки.
Тебе надо эти, знаешь, эти жевательные сигареты, которые продают. Шоколадные сигареты. Которые из сахара. Я не понимаю, вот это их маскоты, что ли? То есть они могли придумать что-то чуть менее отвратительное. Я, типа, вот эти обрисовки в таком вот стиле, я не знаю, это настолько бездушно, настолько неинтересно, сколько это возможно. А, теперь эта штука появилась справа. Лаборатор, если ты переслушаешь стрим, ты узнаешь, что нет. Я говорил, что сутки не курю. Я вчера бросил вечер. Все, вроде пропало. Кстати, не хочется, но хочется жрать. Блядь, как же мне хочется жрать. Не, это маскоты их самих, по сути, своим. То есть, ну да, но можно нарисовать что-то менее страшное. Да, а потом выяснилось, что он вчера не ел фастфуд, да. Вчера уже ел фастфуд. Ну, с другой стороны, можно ли бифтакос назвать фастфудом? Да, пожалуй, я вкусно, и точка тоже не фастфуд. Там просто рак желудка подают. За деньги. А у меня лежит с Бургер Кинга бургер. Не, ну, кстати, выглядит прикольно. То есть тут прям очень много зданий, очень много апгрейдов. Это что, да. Забавно смотрится, забавно. Лагуна что-то начал говорить? Не, я уже ничего не... Я вспомнил, у меня просто сыр лежит. Еще пачка сыра сорти 2. Да, у меня лежит сыр для жарки, надо пожарить бы. Лагуна сказал, что он последние 10 лет каждый день ходит в качалку, а потом вспомнил, что не был там ни разу. Вчера ходил в качалку. And it's a game where you're on the mean streets of Earth's last city. Got tongue-tied a little bit. Кстати, продакшин реально реплеерский, походу. Не, ну с другой стороны, вот этот ведущий, он выглядит куда адекватнее, чем многие другие ведущие на конференции. Да, не, работу он все хорошо делает, просто это немного страдало смотрится. То есть просто вот там были конфы, и притом крупные, когда там просто кринж какой-то. То есть люди, блядь, боялись камеру, блядь. Виплей тоже обожает снизу где снимать, у них, по-моему, на всех ивентах снизу всегда снимали. Так, это тактика? Да, это походу как XCOM. Да, Реймус, драйв, видимо, будем смотреть, не знаю, там, понедельник, вторник. Но это нормально, у нас были, собственно, E3, когда там прямо все полетело к чертям, там и в понедельник не играем на Сеге, и в среду не смотрим аниме, и в пятницу у нас без фильма. Реймус, ну, было интересного, да, много, но прям, чтобы совсем что-то за гранью было. Почти не было. Вот нормально. Инди-рынок еще, может. Project Heaven. Нихуя себе там лысый, можно играть за лысого. Бля, не буду вышлить добавлять. There's actually a closed beta sign up that's going to be available very, very soon. So make sure to check out Project Haven. It kind of has that feeling of the old XCOM or Silent Storm style of games. So that они знают про Silent Storm. Он знает про Silent Storm, нихуя себе. We're going to show you guys. It's from Hippo Rider Games. Вот это, блядь, старожил нахер. Даже не сторожил, на Западе 2,5 человека знаю. Еще лучше. Хотя не, ладно, Silent Storm был ограничен, но популярен на Западе. Это Лига Легенд, что ли? Это автобатле. Да. Они еще живы? Ну вот видишь, новые игры делают. У Лига Легенд до сих пор жива, автобатлер ее, не помню, как называется, там и залезал на Twitch недавно на 40 тысяч зрителей, блядь. Ну, то есть это пиздец. У как раз у этого авточеса, блядь, там, по-моему, зритель один, наверное, уже, да, уже последних 10 лет. Underlords, все. Ну, Underlords там апдейт выпускают, будут, да. Ну да, это чистейший автоматка. Супер автопец, это серьезно такая есть игра?
В общем, не знаю, эти, конечно, слыти еще был, потому что тема-то, ну, понятное дело, не слишком прибыльная, но две игры вполне потянет. Да и потом они же приготовили, по утечке, они же приготовили супер апдейт, который должен был все поменять, куча контента, и просто в мусор, Да, так они часто так делают, они там... Ну, то есть, вот это, ну, тогда зачем вообще сессионки начинать, если вы не хотите их поддерживать, в случае чего? Потому что эти люди нужны в другом месте. Да. Ножи, блядь, кого нам натачивать. Все его ножи. OTK merch. Oh, let's talk about it. Да, да, с городом было отстойно. Ну, там вообще там много плохих решений в игре. Я самые веселые дни были в первые часы. Ладно, они даже свои популярные сессионки едва поддерживают. Они поддерживали непопулярные. То есть они как раз Team Fortress, они убили, когда он прям на зените был славы. То есть они просто сказали, чуваки, да, у нас следующий апдейт будет через года 2-3 в лучшем случае. Там же, опять же, сливали, что апдейт был тоже почти готов для этот... Кого там, на инженера апдейт был, должен был быть последний вроде. И они его тоже не доделали. Ну, видите, CS2 они, по крайней мере, сделали. Уже неплохо. Ну, потому что CS2 сейчас их главная сессионка, у которой все время растет. Ну, да, доту глубоко обновили тоже достаточно неожиданно. It's hard to fully know without actually fully playing it, but you also have a character that's running around. I saw a talent tree in there. Ну, выглядит, по крайней мере, красиво. А сейчас тоже занимается гаданием по трейдеру? Говорят, типа, ну, то есть, тяжело узнать, пока не поиграешь. Да, возможно, это метроидвания музыки. Они очень странные, ребят, потому что когда показывали ту игру про кота, они обсуждали, будет там скилл с дерева со скиллами или нет. То есть им информацию по игре тоже не дали, как и нам. То есть они наш аналог, да? То есть магазины, которые увидят все это говно. И мы не уходим на перерыв, в отличие от них. Да ладно, от Лагуна каждые 5 минут бегает на перекур, блядь. И не продаем свой мерч, в отличие от них. А почему? Ну, то есть какой у нас мерч? Это Соник в животе у Эми, футболка. Нет, только Соник в животе у Эми, футболки, эти бейсболки, трусы, что там еще можно продавать, дневники школьные. И везде вот это наше, да, Соник в животе у Эми. Я сегодня не можем себе позволить сделать Соника ни у кого в животе, потому что Сега найдет нас. Сеге это не понравится. Только она может делать Соника. Мы будем из-под полы это продавать. Я сегодня отходил, значит, белье вешал после того, как постирал, собак кормил, пельмени варил, что-то еще делал. Убирался, да, на кухне. Настолько Сара ненавидит видеоигры и зрителей. Да, мне нужно. И стримеров. That's the thing about squad tactics games, you know, you get all of that, and you get it all 1 to 4 players. Продакшин здесь отличный, конечно, ничего не скажешь. Что реально у них мощно, и они, походу, все-таки учились на этих ошибках конкурентов в 100 раз крупнее, это то, что когда про игру говорят, собственно, прямо, вот это, значит, обсуждение, нам не показывают те же ролики, которые были в трейлерах. То есть помните вот эти, да, феноменальные случаи, когда... Да, сначала показывают трейлер, а потом этот трейлер 4 раза повторяется, чтобы чуваки могли попиздеть на его фоне. Это профессионалы из IGN так делают. Это типа роглайк автошашки. Да, не знаю, быть может, даже интересная идея, но вот настолько вырвиглазно выглядит, то есть сравните с этим сритовским авточасом. Ну просто да, то есть как бы не совсем автошашки, больше Tower Defense, но есть этот Легион TD2, он гораздо интереснее. Его смотришь, и там сразу видно, господи, сколько там всякого барахла, я бы попробовал по день стоить. Тут смотришь, и, ну это автошашки, что теперь.
We'll be hanging out like we always do, all the playing time. video games. Yeah, we love that. All right. Well, I think I'm gonna be really good at that. I don't think so. Okay. Well, you know what? Whatever. We're not gonna talk about that. Okay, chat. Again, it is your turn. О чем вы не будете говорить о играх? OTK Network's Discord and Что-то видеоигра, приходится о них говорить. Зачем я стал стримером по видеоиграм? Это мой дар и мое проклятие. $1 миллион в одной руке, да, и видеоигры в другой. Господи Иисусе. Как Адамон. Ой, нет. Опять. Это плохой дизайн. Просто их находишь недостаточно горячими. В отличие от покемонов, да. Ой, тут... Да, они какие-то мелкие, схематичные слишком, они просто не запоминаются. Хотя до этого были нормальные эти покемоны-клоны, и они, я не знаю, как-то выделялись. Я смотрел подкаст. Ну, эти... Сарочка. Это тоже. Упоротых на СНК чуваков. Они там в Японию ездили, да, показывали покемон. Мерч-стор покемонов. Я не знал, что практически по каждому покемону, ну, популярному, по крайней мере, есть плюш. Полноценный такой здоровый плюш. Там показывали Lies of P, видели? Когда показывали? Lies of P. Это был Bloodborne Lies of P. Просто плюши вот этих чувачков я бы не купил никогда. Здесь Doom Я вот сутки не курил, а магазин даже не закрылся. То есть, если я сейчас захочу покурить, мне придется на такси ехать на заправку. Так что, видите, я не поеду. Ты такой слабовольный, это вообще. Вася, я сказал, мне пришлось бы тупиться. Понимаешь, что тебе хочется курить круглые сутки? Ну, извини меня, блядь. Не у всех такая слабая воля. Короче, спасает тебя от того, чтобы ты укурился вообще, это то, что магазин рано закрывается. Вася, я сказал, что я могу поехать на такси, на заправку. Это будет 5 минут. Вася, тупой. Ну, ты так не будешь делать, потому что тебе денег жалко. Нет. Guys, you just saw these doomed aisles. Make sure to add that to your Steam wish list. Just like every other game. Wish list. There's probably a wish Лаборатора, я list бросил, я counter просто on говорю, several streams что right now. когда у тебя новые препятствия возникают на пути вот к этому, да, его надо преодолеть. Становится легче, если что, платформер. Или Metroidvania. Почему этот ребенок, блядь, не бреется? У него болезнь генетическая, Сара. Или ты про этого чувака? Он настолько маленький, что ему еще нельзя бритву в руки брать, опасно. Мы все еще про этого чувака. Лаборатора, платформеры это есть Metroidvania. Вот. Сейчас Соник будет. Ты? По-моему, мы это видели. Твеви. А, нет. Вот это реально похож как на Metroidvania. Или на платформер. Мне кажется, да, мы это видели. Так, ладно, виш-лист. И музыка неплохая. Если это платформер, то где платформа? А, у них даже коллапс Риби был, да, понятно. Это не те же люди, но это рядом. Они прям очень долго это бьют по ним, то есть это выглядит как вот эти битэмапы, блядь, корейские, какой-нибудь Couple Story или что-то типа того. То есть выглядит не как платформе, не как Metroidvania, а как ебаная задрочка, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слишком много всего. Не. Еще дейлики там. Что значит много? Наоборот. Мало. Чел там был с дизайном как у Нера, что из Dirge of Cerberus? Боже, там 3 девки на мехе сразу.
Не, ну вообще любопытненько. Не, хорошо выглядит, хорошо. Чё по Metroidvania? Но Рэбби Риби, кстати говоря, это платформер, а не Metroidvania. Так, подожди, какой жанр у него написан в Steam? Сейчас. Metroidvania. Лаборатор, да, Love My Rock'n'Roll называется. Подожди, первое написано Action. Вот. Решение всех наших вопросов. Add Tevi on your Steam wishlist. Our next game coming up is from Purple Ray Studio, and it's a couch co-op 3D platformer. Да, но Рэбби Риби это не Metroidvania, это кусок задротства. Check it out. Это тупая игра, блядь, любимая на PlayStation 5 у Лагуны, да? Боти. Вася, та игра все еще лучшая игра на PlayStation 5. Это, конечно, с одной стороны, уважение к игре, но с другой стороны, это много говорит про PlayStation 5. Боти the game. Не, ну выглядит симпатично. Да. Да, она же для этих, для коопа. Чертовски похоже, да, на... Астроботов? Ага. И немного на Рэчета. Ну, блин, уровни прям красивые. Да, не, очень неплохо выглядит. Я добавил виш-лист. Ну, Лагуна не играл на Xbox, но Лагуна нет ни одной игры с Xbox. Вася, что значит не играл? У меня Xbox стоит рядом. Да, ты его не включал. Я включал его 2 раза. Один раз я играл в Black, другой Burnout Revenge, так что отсоси. Так, подожди, значит сейчас 2005 год, да? Между прочим, Burnout Revenge HD выглядит. Да, это потрясающе. Он даже на Xbox 360, он 1080 шоу, это просто зашибись было. Там у него подтянутые модельки под HD прям. Господи, это что такое? Это портреты. Чьи-то. Best Puzzle. Ugly. Блять, это игра про страну. Мася, ты себя в зеркало видел вообще? Это Braid 3. Да. Ну да, попробуй очки надеть перед тем, как смотреть. Мы вроде бы видели это, да, этот ролик? Не уверен. Да его батя, он замазан? Да, видели, я вот это помню. Это название, походу. Ну, визуально прям охуенно, конечно. Она у меня в виш-листе есть в натуре. Не, лаборатор от Лагуна смеялся, он написал на шкуре, он говенно смех. Не охуенно смех. Тебя говенно смех. Ты смеялся, идиотина. Он пустит большого монстра на свободу. А лаборатор от Лагуна смеялся. Прикольно. Мне выдают To Hell with Ugly. И просто Ugly. The Ugly Christmas Sweater Game. Sweater Game. Gun Ugly. Так он еще и алкаш, нихуя себе. Ugly Duckling. Alright, that was ugly, and if you guys want, you guys can add that to your Steam wishlist now as well. That was ugly. We're gonna go ahead and swing it on over to Asmon, who is actually about to do an interview with the producer for Ugly. So I have to do the interview for the game called Ugly? Моя шутка была лучше. All right, well, I kind of feel like kind of a jackass because their name is Team Ugly, but I'd like to welcome Rita Fortuny to Ну, то есть он наехал на игру, а я нет. Моя шутка реально лучше была. Это Йоко Оно?
У него не получилось, у него не получился каламбур. А у меня получилось. Ну, Hell with Ugly, кстати, выглядит тоже очень хорошо. Ее тоже вышли с тобой. Блядь, зачем ему придерживать эту хуйню? То есть, я не знаю, быть может, он в вертолете говорит. Не, он спецагент. Агент Смит. Да, у него прямая связь с президентом, блин. Я вообще постоянно хожу и наушники в уши запихиваю, потому что у меня не очень удачно не помню, как штучка называется, короче, не выпадает. Ухоплак. Потому что если поменьше поставить, они слишком глубоко в канал садятся, а если побольше, то будет совсем криво. У него он выпадает, даже видно, как у него выпадает. У него, видимо, неподходящий под него провод. Лакня, я не знаю. Внутри каналов они разве амбиширы называются? Вот это пипка, она как-то называла, есть название вроде. Что за геймпад у него там лежит? Это какая-то фирма, я не помню какая. Посмотри, среди их спонсоров, скорее всего, рейзеровские вроде бы, да. Не покупайте рейзеровские, это не очень хорошие геймпады. Вот эта итерация. Okay, so yeah, you make a very beautiful game called Ugly. Is that right? Yeah, okay. Thanks so much. Great. Well, thank you very much for coming on the show. I really appreciate it. And again, you can add Ugly to your wish list on Steam. So thank you very much, Rita. Моя шутка все еще была лучше, чем все. Anyway, before we go ahead and we talk about the different games, I would like to remind you all again that we do have the 20 Да, что-то вон, видите, оно у него вообще в ухе даже не держится. Может быть, не по размеру, может, она не из этого. Или провод очень жесткий, как-то очень все странно. Now that we've seen the platformer games, Mizkif, which one reminds you the most of Jump King? The answer is all of them, Asmon. They all remind me of Jump King. Он профессиональный игрок Jump King. The game that I'm very excited about first is это какой-то типа свой мем про Jump King? Нет, это игрушка такая. Типа, я не знаю, какой контекст. A little bit of Maple Story mixed with Jump King. I think we all can agree with that. With a little bit of anime girls, but it wasn't a little bit. I actually paid attention to every single character. I don't think a single one of the characters didn't either have cat ears or bunny ears. Не, ну это серьезно какая-то бешеная дрочильня, в которой миллиард. Да, это Раби-Риби, это дрочильня ради дрочильни. Там других людей не ждут, никогда не будут. Но это как бы хорошо, это тем, кому это надо. Ну да, но не о том, что это даже не платформеры, тем более метроидвания. Нет, это задротство. Да, это кусок задротства буквально. Это по сути будет Hell, просто не летают персонажи, а ходят. Посмотри, мне очень холодно, я пойду в кресло, блядь, с пузиком, посижу, погреюсь. Если вы через полчаса еще тут будете, я вернусь. Ну я, блядь, реально, я дрожу, да, через полчаса. И это, Сара, ты оденься. Вася, я оделся, я в куртке сижу, блядь. Надень штаны. Я еще не спал. Ну, Барда, потому что тогда это экшен. Да, ну, в общем, это через полчаса будет, серьезно. Ну, все равно нихуя не пропускаю, если... Ну, как сказать, не пропускаешь. Здесь видеоигры показывают, так. Ну ладно. Я 5 часов почти смотрю это. Я не могу, я живой человек. Я не курю чай в сутки, блядь, мне нужно отдохнуть и успокоиться. Лаборатор, я отходил, блядь, посуду. Нет, собака. Я смотрю это всего лишь полчаса. Так, ну ладно, значит, это, если что, будет через полчаса, да. Всем пока, на всех случаев, лаборатор, так. А с нами почему не попрощался?
Хорошо. Я бы вообще взял бы похрустеть хрустиков, но не хочу, потому что микрофон надо будет слышно. Не буду этого делать. Ну, ты можешь выключить микрофон. Что? Выключать микрофон? Нет, кстати, у меня на микрофоне нет кнопки выключения. Шорткат. Это слишком сложно. Я так не люблю. Поэтому я буду просто сидеть и смотреть, как они обсуждают видеоигры с экспертным мнением. У меня бургер лежит. Охуенно. Я бы хотел, чтобы у меня лежит бургер. Да, дождется меня. I really like the worlds that they're in. Да, то есть, да, продакшин 10 из 10, лучшее, что было, даже Кили рядом не лежал. Но стримеры, которым нехер сказать, это я не знаю, для кого это. Ну, типа, я понимаю, они не могут ругать игры, да? Но тогда ты обычно просто придумать, о чем говорить еще. Ну, то есть, я не знаю, если бы они все рассказывали истории из жизни, это было бы гораздо лучше, чем, ну, если бы не было. О, да, я всегда играл в такие игры, типа... Испокон веков, с древних времен. Я играл в эти видеоигры. Типа, назови, какую игру ты играл, я не знаю, да, я очень любил Ratchet & Clank. Все, что угодно. Нет, они говорят что угодно, кроме того, что имеет смысл. То есть, типа, это у нас привилегия, мы можем просто сказать, что на экране происходит говно, и мы не хотим это обсуждать. Я понимаю, что они не могут так сделать, да, но то есть, есть же сотни выходов из этого. Кстати, насчет Агли и Брейда. Я в Брейд так и не поиграл. Кстати, его, если у тебя есть, он то на стрим. Да, у меня, по-моему, он есть. Пройди, он же короткий, он часов 64. Я играл в Лимбо, я не помню, проходил я на стриме или нет. Но она мне... Ну нет, Лимбо это совсем другое, Лимбо хуже. Вот, да, точно, я подожду Anniversary Edition. Anniversary, да, тогда да, надо спойлерить Anniversary. Подождите, в Брейде и так. Все, что происходит, это комментарий. Там же наратор комментирует происходящее. Мне нравится, что челик выглядит очень недовольным. Вот эта механика прикольная, мне нравится. На Брейд похоже. Так немножко другая. Там еще время отмотать. Охуенный лаборатор. Да, не, Брейд пробегается моментально, там разве что единственное, что может застрять, если уж не повезет, не смекнуть некоторые головоломки. Но даже с этим это часов 6 максимум. Я все-таки как-то невнимательно слушаю, наверное. Я так понимаю, они все равно голосуют, кому из разработчиков дать 25 тысяч долларов. Да. Ей, новый трейлер. Вообще, опять же, я эту конференцию очень сомневался, смотреть или нет, но тут реально показывают видеоигры тоже. То есть видеоигр внезапно не было у Кили, и у всех остальных они есть. То есть, что за хрень вообще происходит? Ралли мифологии. Не, карточка. Все как мы любим. Надеюсь, Сара, блядь, Лакни здесь. Я Лакни с Сарой перепутал, блядь. Defeat the corruption. Тана. 23-й год. Не очень зацепил. Вообще не зацепил. Да, в этом году Кигли совсем плохо. Но вообще, Кигли, возможно, платили за это, поэтому там так все плохо. Типа, кто больше заплатил, тот молодец. Ей. Лаборатор написал, и я читал, что писал лаборатор, что у этого зверя свои параметры. То есть у него голод, там еще что-то есть. То есть за ним тоже надо следить. Надеюсь, людей ему надо кормить. Да, я вот хотел как раз это сказать.
Или, по крайней мере, здание. А, это Лаки написал. Окей. Интересно, а могут на него хищники нападать и от них отбиваться надо? Как он хищник. Yeah, 100%. Welcome back, guys. That was Ладно, ну вдруг я посмотрю Yu-Gi-Oh! И захочу в него играть, это было бы ужасно. So, going on to our next segment. Или прекрасно. You know, there's a lot of times where, you know, you get the crew together, you got your friends here with you, and Wandering Village 20% off. Party games. Party games. Ну какие вы можете показать party games? Все ушли, все ушли. Okay, well, it's okay, because sometimes people don't show up to the party, and it's okay, it's going to be good, because some of these games are online party games, too. Like, our next game, from Hat Games. Да, одно из двух. О, еще один геймтрейдер, нифига себе. King of the Hat. Да, это вроде давно вышедшая игра. Да, по-моему, мы ее очень... Да, такое ощущение, что мы ее очень давно видели. $19. $19. $19? Это же третий Sonic Superstars. Вы хотите сказать, что вот вместо третьей Sonic Superstars вы купите вот это? Perfect. Интересно, тут будут? Тут чисто только максимально инди. Тут вряд ли будут какие-нибудь крупные студии, да, коллаборации? Да, нет, конечно. Out now. Не, я не знаю. Да, нет, я бы не стал это играть. Вообще, когда говорят пати игры, я не это представляю. Да, да. Что-то вроде Марио Парти, да. Overcooked. То есть, что этот Fat Princess. Хотя Fat Princess играл с одной консоли. По-моему, да. Блин, вот это неплохо выглядит, надо добавить, наверное. Я вот покупал игру про велосипед. И это была лучшая игра про велосипед в моей жизни. То есть я в нее не очень много играл. Это которая Ubisoft? Нет, это индюшка из Steam. И относительно... Я игры в Ubisoft эти, я играл обе беты. Пошли они в жопу. Это неинтересно. Мне кажется, ты просто хейтишь Ubisoft. Да, я просто хейчу Ubisoft. Я в Марио Карт не играл больше года. Slope Crashers. А, блин, да, кстати, надо платить Nintendo. Да, извините. All right, so our guys are going to play a game of Slope Crashers right now on the couch. So, Asmon, you want to go ahead and lead them? Yeah, I mean, whenever we're ready to go, I'm ready to play. I'm gonna be honest, the last time I played a game like this, I was about 11 or 12, and I'm pretty sure it's gonna show. So I'm a little bit nervous, чё они так все боятся называть имена? Никто ничего не сделает. Да, ну, он бы сказал, что это SSX, скорее всего, 11 лет назад. Ой, сколько Асмонголдом? Не, он сейчас сказал, что последний раз подобную игру играл 11 лет. Ну, да, то есть 11 лет, соответственно, ему лет 30-20 лет назад это SSX, что-то еще могло быть. Ну, или что-то в этом роде. You guys excited? Yeah, it looks cute. I'm very excited. This game is super fun. Who actually, who А, они будут играть в игры? А им можно? It was literally me, but alright. Let the record be shown that you're playing the best character, and I just feel like that's kind of ridiculous, and I'm playing the worst. Драгонмастер Алекс, привет. Hello. Good. Dick tone.
Done talking shit? FF7 Yeah. Okay. All right. Cool. So yeah, I mean, I'm pretty он бы ее sure осилил в I'll win 11 this лет. time, right? Because I spent a lot of time going the opposite way around the track whenever I was playing, because I just didn't really know anything. Well, now you know the map, so there's no excuse. You'll win getting last. То есть они вчетвером будут играть, нифига себе. Yeah. All right. We ready to start this? Yeah. Like, can we start the game? All right. Какой размер у них монитор, что он, Let's go ahead and do it. So откуда камера висит? I get to be Там the метров parrot. 5, да? Okay. Let's Да, see интересно, here. сколько они потратили на это все, на этот I think сетап. that I'm good to А, go. это они, скорее всего, сидят в студии Виплея. Не помню, где она территориально находится. Sorry. Oh, yay! Let's get into Потому it. что это очень похоже на ту студию, где, откуда So eSport before you guys get ивенты started real quick, транслируют. this is То actually есть a там demo for the все game that is неплохо. available right now, chat. You guys can go and you guys can check out the demo right now, and they're gonna get it loaded up. Мы right можем here. играть прямо как Oh, они boy. сейчас. All right, here we go. Да? Who's the Да, cutest? демо available now. There you go, press it again. Let's go. Онлайн? Woo! Вряд ли онлайн. Скорее всего, кауч. Asmon, just don't lose to the bots, and it's fine. No, watch, bro. Like, I'm gonna pop off. Подписал... они No, that's not поставили true. портрет. Unless I win, then it's 2000. Кто первый? Пока I'm птичка doing sick первая. combos. Асмонголдом пока второй. А, Ну, из игроков не, ну первый вообще, вроде. да. А, вот теперь нет Вообще первый, нижний выглядит, первый. выглядит реально весело, на самом деле. Ну, это SSX, хороший SSX всегда должен быть хорош. Because there's bots. Главная проблема нового SSX, да, который был ребут на PS3 там под конец 12-го года, что ли. Дерьмовая карта. То есть, ладно, да, то есть там неинтересная физика, но в SSX как бы всегда будет напряг. Но там просто не очень интересная карта. Это Electronic Arts, да? Да, да. Все мы всегда играли в SSX. О, здесь еще и прожектайлы. Слушай, ну это вообще my type of the game. But who's top left and bottom right? God, yeah, whoever's in top left is really good. Правый, Okay, нижний, so сейчас who's bottom right? просто видит. I'm bottom right. Is that bad? Yeah, this guy's crazy. Перчик, камень. Oh, I just А что moved перчик some делает? stones. Here we go, it's over. Ew, Am I winning? mud on Так, the тут- ground. Nah, Ну, whoever's в in лед top left is замерзло. probably super smart and really good at this game. And probably really Oh, handsome did too, you play right? this off stream, man? Are you kidding me? No, dude, I guarantee you Tectone played this for like 8 hours off. I guarantee you. I guarantee you. And dude, check his Steam profile. I know Tectone this Да-да-да, guy, это dude, I больше swear, похоже dude. на Марио Карту. 100%, dude. No? 100% chance this Только guy was непонятно, God с дрифт Give it здесь natural есть или talent, нет. baby. I'm a gamer. Unbelievable, dude. I don't even know what I'm Boost doing. есть. I threw a snowman at somebody. Wait, I think the snowman hit me. I hit myself with my own attack. That's impressive. At least I'm not an eighth. Ладно, это... I agree. Это неплохой показ игры, скажем так. Эп. Ты берешь топ-стримеров, которые сидят и играют на своей конференции в твою инди-игру. Эп. В общем-то, очень даже неплохо. Сколько это им стоило, интересно. Okay. I like how pretty the map is. It's very calm. Смотря какой у них критерий Oh, yeah, отбора был, finishing, очень you're still playing, интересно. or what's Wait, going on? what? Oh, that's, oh, okay, that's crazy. No, I'm on my way. Why are there bees attacking me? Yeah, it's real Get crazy, right, off! Tectone? Oh, yeah. Yeah. Oh, what's going on, huh? Oh my god, Asmon almost beat me. Wait, I finished it. О, I последний beat it. пришел. Let's go, dude. I finished it. Whoa. Oh my god, I can't believe it. That didn't even happen last time. I'm gonna be totally honest. It was so Именно bad так, конечно, that все the game играют в партии eventually игры, just, да? like, it said time out or like time out or something like that. В пати Yeah. играх обычно It's like друг друга basically хуями better обкладывают. Да, like next да, time, да. idiot. So anyway, yes, Hey. please guys, make sure to let the game Ты молодец, to your дошел до wish финиша. list, Нет, ты and we'll сосешь, send it back on over ублюдок. to S-Fan to continue the party games. Yeah. Okay, so like Asmon said, of course, you guys can add to your wish list now. There's a demo available. That's what they were just playing. And we do have our next Блин, game ну coming я не up, знаю, which я, again will probably be a наверное, game не that буду Tectone вишлистить, practices off да, stream, ну. just like А, he recently и did зашлистила, for да, Slow но Crashers. она помрет на выходе, It's скорее from всего, поэтому. Guys LLC, and Если the она game будет is called стоить пару Alpha сотен, Guys. то можно, наверное, даже купить как Может быть, Garfield как Kart. Марио Карт не будет выходить спустя 10 лет после выхода игры DLC. Эзофагус. Чё? Эзофагайс? Эзофагайс? Эзофагус.
Такое. Это что-то типа Genital Jousting или что? Сара такие игры пропускает. Это зубы или усы? Да. Это и зубы, и усы. Лаборатор, да, я понимаю, что великие умы это думают одинаково. То есть, я тоже вижу длинные шеи, я думаю про Genital Jousting. Да, нет, зачем играть в игру с шеями, если есть Genital Jousting? Да, нет, спасибо. Это выглядит как что-то, чтобы делали пьяные японские разработчики. Японцы делали бы лучше. Просто как раз вот этот фактор, типа, он недостаточный как раз. Типа, недостаточно долбанутая. Okay, that was esophagus. That was interesting. And long as well. Такое ощущение, что он впервые видит. You guys can go check out esophagus on Steam and Epic, actually. And you can go to esophagus.com and check out all your latest neck-worthy news. Это пищевод, окей, спасибо. So yeah, what did you guys think over at the over on the stage, Asmon? Well, I'm gonna have to just take a couple of minutes to really gather my thoughts on esophagus. Really gotta just sit down and really process everything that I just went through. So let's talk first потому about что одно King of без the Hat. другого What do you не guys think идет. about that? Наверное, не знаю, не уверен. You wanna go first, Taki? Инта оплатила это, спасибо. I'm a sucker for games with pixel art. I just love it. I think it looks great. I really like the art style. It looks like a chaotic, fun fighting game. Some Smash elements, clear visuals, and it has a fat cat. This looks like the kind of не game про that you эту play with игру. your Фу, Discord слава богу, friends а не про over and over Headhunters. again. Я It looks думал, like a она lot of про fun. Esophagus. I think you can be like a washing machine character or something. I actually never used those, so now I can become what I'm not. It's perfect. Oh wait, no, I get it, right? Because the washing machine, the hat for the washing machine is the dirty laundry. Oh, that's always piling up on my chair. Yeah. That's the same thing, but it's like it used to be on the chair and then it was on the bed, then there was so much on the bed and on the chair I had to put it all out into the garage and it's like now it's a whole Я different единственная игра, в situation. которую вот так вот более-менее долго играл, вот что-то похожее, это был Towerfall. И Towerfall был довольно весел. Он же сначала он был UE эксклюзивом. Это гениально было. А как же Smash? Ну, не, я имею в виду вот пиксельную вот такую вот игру на одном экране. Вот что-то в таком стиле. А потом она на PlayStation 4 вышла. И, в принципе, была прикольно. Только к ней такое ощущение, что к ней долго апдейты не выходили. Also, so we've got King of the Hat, very interesting game. I liked it, but we also had the second game, Slope Crashers, which I don't know. I think that at least my controller was rigged. Tectone, what did you think of the game? Well, as a natural variety gamer, still not understanding why I'm not on the panel up there, but it is what it is. The game just makes sense. The game gives me the vibes of a game that Mizkif would play for 1,000 hours off stream and invite his friends over. Мне Марио Брас всегда казался... Не, я не знаю, игра на 15-20 минут, не больше. То есть я что-то прикола не понял. Может быть, в аркадах она была прикольной, но на NES в нее играть мне. Да еще, по-моему, Супер Марио Бразерс 3 или Супер Марио Бразерс, этот World, который там был режим, где можно было тоже Марио Брас играть. Лучше в этот, господи, Джаустинг, вот это была прикольная игра. Из таких. Это вот где ты на чем, на страусе там, да, по-моему, на каком-то, с копьем. Я не помню. Вот она была прикольная. Или просто Джаустинг? Окей. Вот она была веселая игра. Да. То есть ты там с копьем на страусе и бьешь, или там этот, господи, как он, Баллон-бой играл? Или как он там называется? Да, вот что-то типа этого. Ты также летаешь там, короче, и бегаешь, летаешь, прыгаешь на голову и бьешь этим копьем.
Да, Balloon Fight. Почему-то я никак не могу запомнить это название. I think it's interesting that this game you have to work together rather than versus each other, so you kind of have to go towards a common goal with your very long necks. Я не знаю, да. Yeah, when I get the Discord gang together, when То we're есть playing a это party game, I'm кооп, already laughing until my stomach hurts, and this looks like the perfect game for мультиплеерная that. платформер со странной механикой. И что-то даже выглядит, что они особо сами не придумают, что с этим делать. Discord.gg/OTK Network, and you guys will have your chance to go ahead and vote on one of these games. And we also have, you know, in this, in today, we did say that we would have quite a bit of an announcement. And World Premiere? ready? Where are we doing it? Yeah, are we ready? Is Что it же они time? могут показать? Oh, it's time. It's time. Go ahead. World Premiere! Bad First impression that a game makes on the audience is far and away the most important. Wait, это собственная игра? What type of things do I dislike about it? I don't know. The fact that like maybe every other game has to come out with an apology DLC about maybe 10 days afterwards of the release. We've seen plenty of times, especially recently, where games have come out because they need to come out by a certain time and they are not ready. One of the things I'm not super fond of with publishing today is a lot of creativity is sometimes taken out of the control of the devs and placed into the hands of the publisher. It's pretty predatory how things work between publishers and developers today. A lot of the times, deals Шараут решил сделать свою игру. for the indie developer. Он давно делает вроде бы, да. Что-то... Я знаю, что этот делал Доктор Disrespect, еще и Шараут. Что-то там похуже пошло, да. Вот это в свете. То есть они реально издателями, да, будут? Ну, в принципе, больше издателей инди-игр, тем лучше, наверное. Да. Главный вопрос, они денег-то соберут. Ну, я думаю, что они-то соберут, если они все, что они, топ-стримеры, получается. Они топ-топа, да, но богатые. Ну, кроме некоторых, которые топ. Рэй, муси, посмотри, где теперь колдас. Я не знаю, на самом деле, может, это хороший дизайн. Да, где Disrespect? На ютубе. Между прочим, это, можно сказать, этот, как сказать-то, господи, создатель Hunt Down the Freeman тоже дизайнит карт для колды. Только для мобильной, ну. Да, вместе они состоят в клубе злодеев. All of us at OTK are gamers at heart. That's why we got into streaming. That's why we got into content creation. And in some cases, it's why we play games every single day. Risk of Rain 2 is a massive gem, probably my favorite game. Slay the Spire, Hades, Gunfire Reborn, Risk of Rain 2. I really like Nintendo games. That's probably my favorite. So I like speedrunning as well. Whether it's a small one developer game like Vampire Survivors or Вот это, сейчас, погодите, я первый раз видел Vampire Survivor. Да, это Vampire Survivor. Ты не видел Vampire Survivor? Нет, я не видел ее. Я сразу понял, что это она была. Ты не заходишь в Steam? Ну, а где я ее там видел? Ну, да, там одно время была везде. I've always played a lot of League of Legends. I also like RPG Maker games like Ori and Undertale. I think that they're really cool. I play these indie Драйв games Мастер all the Алекс, time, этот, and господи, feel like really свое understanding the издательство. space, making sure we're Так, still то есть in геймеры они touch, так себе. understanding the foundation and what can really Не, help Реймус, in я indie games, этот, and what я makes an indie game уверен, что stand out наверняка and там be есть better than the опил свой, others. I think it's very important.
она наверняка хорошая игра, но я просто, когда думаю про Vampire Survivors, я думаю про Фила Спенсера. Да, нет, это не к игре претензия, это прикол над тем, что глава крупной, господи, глава топовой игровой компании играет постоянно. Да, не совсем то, что по идее должно быть в его фокусе, скажем так. Может быть, конечно, никто ничего не говорит на этот счет, то есть это его единственная игра. Это как, не знаю, глава Феррари, который вводит Prius. Только Prius. Эксклюзивно только Prius. Может, ему запрещают играть в игры на Xbox? По рукам бью сразу. I've been doing it for 15 years, taking lists of games, and I go through and I find what's good and what's not. Реймос, ну как бы... And there are some games, да. especially like the indie games, that ты хочешь машину от человека, который... Ну, спортивную машину от человека, который не... которому насрать на спортивную машину. Нет, даже, господи, даже контракты, когда заключали вот всякие Пепси или Кола, заключали со спортсменами контракты на продвижение, у них было прописано, что запрещено вообще пить напитки на публике там, конкурирующих этих организаций, хотел сказать, конкурирующих компаний. Да, у меня походу мозг уже отключился. Не, ну так можно в обратную сторону. Хочешь Prius от человека, который вводит только Феррари. Соответственно, за тройную цену Prius. Тут, да, он продает эти Феррари. Да. Он должен говорить, что они круче всего, и надо водить только их. Хотя нет, он же говорит, что даже если они выпустят суперкрутую Феррари, то все равно будут брать... К сожалению, от нас крутая Феррари никогда не будет крутой, поэтому не надейтесь. If you're a developer and you're interested in us publishing your game, you can go to madmushroom.gg. That is our website. If you want to take a look on there, we have all of the rest of our information. If you're a game developer and you'd like to see your game be a reality, check it out. We're very passionate and we're very excited. Интересно будет посмотреть, какие игры они будут брать на этот, на... Рэмос, они будут выпускать игры. Well, it wouldn't be an OTK event if we didn't get a chance to announce a new company. We have Mad Mushroom, our new gaming publishing company. I am extremely excited about this. We've been thinking about this for, I don't know, probably like over a year now. Как и все клипы, они 5 минут говорили одно и то же. Но, понимание смысла это проблема. And I actually think that, you know, obviously I could sit here and talk about it, and I'm sure I will for many hours in future weeks, but I'd actually like to take it on over to Soda Pop in here, and let's have some of the people from our Mad Mushroom team really tell you about what's really going to happen with the company. Hi guys, Chance here, and I'm joined with an incredible backgrounded team. We've got Mike Silbowitz, Chris Kaliki, and Chips Out, baby. And Head of Strategy. To talk to you guys about what's going on. Это типа их команда, да? Да. Honestly, it's incredible. We've been working on this, as Asmon said, for quite some time. Я думал, что интересного узнать у них, но на сайте только ничего не написано. Submit a game есть. Ну, так рано. Типа, если они только объявили, что они создают издательство, вряд ли у них есть какие-то контракты. Не то чтобы крупные контракты. Ну, я так понимаю, их идея такая, что издавать игры и пушить через свои стримы. То есть там, например, рекламировать сразу. И это плохая идея, это очень плохая идея. Это конфликт интересов, никогда нельзя так делать.
Ну, то есть, ты как только ты приносишь что-нибудь, что ты во что ты не веришь на 100%, ты сразу, то есть, все понятно, что, ну, то есть, ты этим занимаешься, потому что надо, а не потому что ты хочешь. И, соответственно, и в обратную сторону, типа, ты не можешь не продвигать игру, как владелец издательства, но ты не можешь буквально продвигать игру как стример. Типа... Ну, зная вкусы Данки, Ой, да, нет. Данки, сначала думаешь, ха-ха-ха, смешная шутка, отличный тейк, а потом это оказывается правдой. А потом Sonic Frontiers, у него ужасная игра, а Kingdom Hearts 3 это бездушный продукт. То есть, например, как стример, ты наоборот хочешь иметь собственное мнение, как владелец издательства, ты не можешь себе его позволить. То есть ты не, как бы, срать на конкурентов, когда ты работаешь в том же бизнесе, это плохая идея. То есть, типа, если я пойду снимать аниме, придется прирезать подкаст, то есть мое участие в нем, потому что, ну, как бы, статус поменялся. Если свое мнение, тогда держать лучше при себе. Потому что иначе кто-то начнет высказывать свое мнение о твоих продуктах. Humble Bundle, насколько я помню, они готовили издательство свое года 4. Ну так, эти тоже не перестанут стримить, но это конфликт интересов. Но, как сказать, это для них не проблема, потому что их мнение и так отсутствует, потому что они работают как топовые стримеры, и своего мнения у них просто тупо нету. Ну, типа, мы сейчас только что пронаблюдали их лайв, их мнение по поводу игры, которую они видят первый раз. О, отличная графика, замечательная анимация. It's nice. Excel Doc, ага, только вот не бывает игр, которые хорошие для всех, наоборот. Не бывает мнения, которое всем подходит. А ну ты об этом не знаешь, мы знаем об этом. And if you follow Mad Mushroom on Twitter, just check out that giveaway. It'll show you all of our different socials. Да, есть гаусsoво распределение, ничего с ним не сделаешь. Just keep track of where we are on socials and what Mad Mushroom Что is coming. какие-то они билд вообще. Again, super excited to be working with an amazing team at OTK. Always blessed to be here every single day. Блин, я сейчас буду ныть как Сара, что я жрать хочу. Yeah, that's pretty much all I got. Блин, рейдерские кресла хорошие, но оно стоит как космос. Есть... Не-не-не, они... говори. Не, я просто хотел сказать, что нет, они именно будут издатели, но они хотят как сделать. Я так понимаю, что у них есть общая, как написано, аудитория в 50 миллионов человек, через которую они могут продвигать, помогать продвигать игры. Нет, как бы, даже если они никто не будут игры своего издательства рекламировать у себя на стримах, что вообще прямой конфликт интересов, то есть это вообще проблематично, когда у тебя медийка такая. Даже если они этого не будут делать, тут просто достаточно написать свое имя, и это уже является рекламой. Ну, потому что это их бизнес. American Magis Scrapland. Да. И, то есть тут даже не надо его писать прямо на упаковке, просто, то есть, вот эту игру издают люди, которые вот эти стримеры. Все, это уже является рекламой сам по себе, сам этот факт. Меня немножко напрягло там. Я сейчас просто быстренько пробегал по X-сайту, который это. Там такая фраза прозвучала: мы знаем, как сделать игры, чтобы было весело на них смотреть. You don't. И, короче, да, то есть если они будут пытаться заточить игры именно для того, чтобы они были популярны, например, на Твиче или еще где-то. Да, это, то есть, очень определенная подборка игр там будет, которые не работают, по-моему, ни одна игра, которая пыталась стать стримерской игрой, той самой стримерской игрой, не стала той самой стримерской игрой. Sonic Mania с Twitch. Она не пыталась. Она просто стала.
Там, кстати, Sonic Adventure 2, ой, Sonic Adventure 1 с чат-модом теперь есть. Надо как-нибудь поиграть. Он работает очень странно. Кстати, повторяется трейлер тот, который уже был. Ну, это да, с предыдущей, с Future Game Show, что этот, что предыдущий трейлер. Давайте его крик. Да. Там, кстати, нашли запись этого крика оригинальную с ауттейками. Как он, Вильгельм? Вильям? Вильгельм. Крик Вильгельм. Как сказать, вообще стримерский пиар — это уже вещь, которая ушла в прошлое. Это кто не понимает, это... Мне нравится, когда если сейчас дают стримерам или ютуберам продукт, что это, они говорят, что это там полученный продукт, это там, бесплатно, мне там прислали что-то. Да, это самое идеальное, как раз когда просто стримеры кидают продуктом, а что он скажет или нет. Причем здесь же в том, что вам абсолютно все равно, 99% случаев это будет положительное ревью и отрицательное. Люди увидят продукт, в том числе хейтеры этого стримера, и скажут, типа, ему не понравилось, я это куплю. Типа, для крупника это работает именно так, и там вообще похер, какое это будет положительное, отрицательное мнение. Ура, работает. О, блин, мне я перетайку надо пройти самому. Это же как Golden Eye. Или может быть как Perfect Dark. Больше как GoldenEye. Кстати, вот меня Perfect Dark вообще не цепанул. То есть я я так понимаю, я не очень правильно понял, там надо, наверное, по стелсу или хакать компьютер, я просто ходил, всех убивал. Не, что инфлюенсерская реклама работает, это здесь никаких вариантов. Это сейчас, наверное, самое... если она сделана правильно, это самая КПДшная реклама на рынке. Проблема просто в том, что, опять же, ну, то есть надо морально надо понимать, как она работает, и не стоит, как сказать, нарушать простые правила, как бы может боком сыграть. Dragon Master Alex, ты имеешь в виду прям оригинальный или переиздания, которые выходили? Расширенная Switch-версия. Для начала нужно стать популярным стримером, а потом все остальное. Еще раз, МД это Mega Drive, да? Да. Мастер Дуэл на Mega Drive. And it is a rhythm shooter where you can actually maximize the amount of damage you do by shooting to the beat. That game's called Robo Beat. Лаборатор, эти российские тейки про консоли, когда в России ни у кого не было этих консолей, это... типа как бы... Откуда вы можете знать рынок, который вы в глаза не видели? Он, я так понимаю, и сам он играл в GoldenEye в то время? Просто как или вообще они только в то время? То есть, как он составил свое мнение про GoldenEye, на основании чего? То есть это, я так понимаю, говно, но говно почему? Потому что выходило на Nintendo 64 или как? То есть это нужно быть в то время, иметь доступ и к компьютеру, который может тянуть Quake 2, что просто, ну, как бы, мягко говоря, недешево. А иметь при этом возможность, да, то есть или играть, или где-то хотя бы видеть GoldenEye, и иметь возможность их сравнить объективно, потому что в то время фанбойство заключалось, что мне купили, то и того я фанат. Типа, это на Западе так было, а у нас это было X1000. Рэбобит сейчас показали, он выглядел довольно забавно. Да. Тоже он похож немножко на более синглплеерную версию Ультракилла. Кстати, который тоже был на консолях. В общем-то, Quake 2. Ну да. О, то есть бумер-шутер сегмент, да? Да. Exoside.
Паги. Слушайте, а паги, они прям что-то это уже вторая игра за E3, за Summer Game Fest, в котором это паги видел. Я тоже. Мы в клубе играли по сплитскрину в Quake 2 на первый PlayStation. Ну, конечно, Зельда не может претендовать на игру года, потому что она ее просто выиграет. Я вас должен немножко расстроить. Подожди. Люди могут думать что угодно, просто Зельда все равно выиграет. Да. Просто игра года была анонсирована у Кили недавно. Final Fantasy... Нет, погоди, стоп. Final Fantasy выйдет в 2024. Как удобно. А игру года анонсировала Sega. Нет, подожди, как же мертвый Соник? Это второй претендент. Подожди, так а ремейк не в этом году выходит или в этом? Или все уверены, что его перенесут? Не, они сказали early 2024. Серьезно? Его перенесли? Да. Это в конце в этом было. Я пропустил. Не, лаборатор. Street Fighter 6 игра года. Соник Суперстарс. На самом деле это как это... Я забыл, как этот файтинг с идолами называется. С ютуберами. Idol Showdown. Да. Вот игра года. Тут кому нужны эти РПГ? Все говорят, что в нее играют, а на самом деле никто в нее не играет. Он даже Сара не стал в нее играть дальше. Кстати, я не удивлюсь. Вот сейчас выйдет Соник, он возьмет, это будет самый высокооцененный Соник со времен Мании. Вот увидите. Подожди, а как же Sonic Frontiers? Sonic Frontiers у него 70 чем-то баллов на метакритике. 70? Да. Трындец. Это типичное занижение. Минус 25 баллов. Но он выйдет, он будет высоко оценен, и он практически ни в каких номинациях не будет участвовать и не выиграет практически нигде. Это я могу сразу предсказать. Потому что люди говноеды. Я посмотрел Easy Allies, зачем-то опять, подкаст, опять, зачем-то. Вот зачем-то называется Кайл Босс. Да, и, короче, они там сидели, обсуждали как раз в одном сегменте с Sonic Superstars, и, конечно же, там первый поинт, игра $60, Санево рофли. Второе, они ее сравнивают с Sonic 4. Обе эти вещи жутко непрофессиональны. Да, кстати, лаборатор, если бы Sonic Frontiers вышел от Nintendo, он бы получил 90 с чем-то баллов. Может, 85. Марио Я просто... Odyssey. Да. Не, ну Марио Odyssey это, конечно, великая игра. Подожди, Sonic Frontiers или Марио Odyssey? Разрывает свое сердце, но Марио Odyssey. Это просто он... Я его обязательно как-нибудь на стрим перепройду, это просто... Там некоторые моменты есть просто, которые так цепляли, так хватали. Ладно, более сложно просто. Sonic 4 или Bowser Fury? Мне не нравятся такие вопросы. Bowser Fury. Хорошо, Сара этого не слышит. Так вот, я просто вспомнил, как Easy Allies ржали просто, когда был анонс даты выхода Sonic Frontiers, и она была 2 дня от God of War Ragnarok.
И потом, ой, Sonic Frontier самый продаваемый Sonic за всю историю серии. Ой. Не, ну серьезно, как будто люди, которые играют God of War, будут покупать Соника, и самое смешное наоборот, как будто люди, которые покупают Соника, будут покупать God of War. Или там Sonic 2 до сих пор более продаваемый, не помню. Но во всяком случае 3D Sonic это тоже самый продаваемый. Да, уже FF16 чертовски плохо с рекламой. Это, кстати, очень странно. Но с другой стороны, вообще у Square Enix последние 2 года чудовищно вообще все плохо с рекламой своих игр. А потом опять удивляться, что он не продался. Да, то есть или отсутствие маркетинга, как у Неотвеви, или маркетинг не в попад, как у Форспокена, или что там было с этим Outriders. По-моему, его тоже не рекламировали. Ну, его тоже не рекламировали вообще. И как раз это поляки же жаловались, что рекламы не было. А в FF16 же уже была новость, что Square не нравится количество предзаказов. Ну, там, типа, да. Ну, там, на самом деле, такие какие-то инсайдерская странная информация, на самом деле. Там, не знаю, есть такое. Кстати, вот вернемся чуть-чуть к видеоиграм, которых показывают. То, что свои, я так понимаю, свои треки можно создавать, это очень круто. То есть я реально могу взять какую-нибудь говнопопсу, да, получается, отечественную. Там мальчик на 9, например, и ее вставить в игру и играть в нее. Охеренно. Единственная проблема, что часто автотреки плохо работают в таких играх. Ну да. Это игра для аутентичества, он такой любит. Is the feel of the gun in a game like this. And I saw some shotgun blasting. It really made you feel like you were blasting someone in half. Там, кстати, насчет старых игр. И Тинчитлана. Это там мод вышел на Half-Life, который превращает игру в топ-даун шутер. Да, попробовать. Рогалик элементами. A little bit of information I got while doing my research. Yeah. So you can either wield 4 weapons or what they should at the end, one huge gun. So you can either choose one or the other. And you know, as a Dark Souls. What? Read that again? Ну да, не, ну Square, да, как сказать, спланировал. Можно было понять, что они выкинули такие. Ладно, Tomb Raider, да, типа, можно сказать, было, что не зашло, хотя это была самая успешная их игра из купленных западных студий. Но Deus Ex, ну то есть, типа, серьезно, Deus Ex Human Revolution это единственная игра в жанре за годы. И вы просто ее выкинули. It's got a lot of unique bosses, a lot of unique weapons, and it seems like it's capturing the actual. То есть это даже с точки зрения пиара, если игра просто отбивается, это такой выигрыш, что просто его трудно переоценить. Тинчлан называется Half-Life Codename Loop. Don't forget, you can go into the OTK Discord right now and vote for your favorite game. It is in the OTK voting channel, the Expo voting channel. Can I say? Do I say back to S-Fan? We do not say that. Что, у них час остался, по сути своей, да? We're gonna take a quick break to check out My Little Universe, and you can My Little Universe, что? No, you can play My Little Universe demo, and you can add the game to your Steam. И почему они посмеялись? Вообще-то по My Little Pony выходили игры, и это были платформеры вроде довольно неплохие. Не понял, что там было смешного. Может, это эфемизм? My Little Pony какой здесь может быть эфемизм? Тот самый. Обожаю майнить ресурсы. Конечно. Я Mass Effect во втором, по-моему, я так понимаю, я в него неправильно играл, потому что я майнил вообще все планеты, до которых добирался. Короче, да, там это особенно не нужно. Да, я понял под конец, что это не нужно, я просто меня тошнило от этого, но я продолжал это делать, пока не замайнил вообще все, что можно было замайнить.
Да, все, что нужно фармить, надо было в третьем Mass Effect. Вот там я не помню, как это работало. Там надо было силу флота набирать. Я тоже не помню, как именно. Это да, надо было сайды выполнять всякие там поручения. Да, я, кстати, сайд-квест, по-моему, во втором как раз-таки пропустил, потому что не понял, как это работает. И квест Легиона я не делал специально, и он умер у меня из-за этого. Я думал... Ты расист? Нет, я на голубом глазу думал, ну одну миссию-то он сдюжит, это если... Я же гайд прочитал, сходил, но... Упс. Оказывается, достаточно... То есть, если ты не сделал квест, все равно, насколько у тебя там с ним хорошо, или там, не помню, как какой-то еще был прикол. Ну, типа, если квест не сделал, в любом случае помирает, если отправить на задание. Если бы он просто сидел в трюме, ничего бы не было. Дорф это игрока так назвали? Вот это Дорф. Welcome back, everybody. You just saw Dwarf Romantic, and you can actually get Dwarf Romantic on Steam or Nintendo Switch right now. So, before we go on to our next segment, first off, by the way, Seer, anytime you want to say, like, Backcast fan, that's always you're always able to do that. Okay, don't worry. Сара, ты жив? Нихуя себе, пацаны, до сих пор здесь. Подай сигнал. Ты уже подал. Мы думали, что ты в кресле замерз уже, все, и больше не проснешься. Здесь тепло, здесь холодно. Simulation. Yay. Alright guys, our first game coming up for simulations is from PD Turf, and it's actually a 3D sandbox. Лаборатор, Драгонос Мораликс, Эксаруда, Драгонос, Синчитан, Дворечь. Что я вообще пропустил? Шутеры показывали, пару интересных бумер-шутеры. Они объявили о том, что они создают свое издательство. Да, будут типа топ-стримеры, собираются вместе и вот будут выпускать инди-игры. Слушайте, это же как этот бридж конструкт. Ну, вообще, меня в таких играх сильно раздражает, когда... Вот они как раз типа стебали, по идее. Что этот мост типа был построен, да, и он типа, у нас все физически разрушается, но это не было, это никакого отношения к физике не имело, он разрушился просто как игровая логика. Тут, то есть, просто твоя задача добраться с точки А в точку Б. Вот тут, вот это выглядит гораздо лучше, чем в начале. Engineer игра, да? Да. Скажите, когда это, прям как только она закончится? Это первый трейлер, да? Да. Так, сейчас мужика пускают в замок. Окей, ты сейчас. Нормально. Да, господи. Я руками просто, блядь, сразу ношу. А сейчас Сару покажет. Река покажет в двух экземплярах. Перетянем. Блядь, да почему так, сука, где, блядь? Слушай, может, у тебя есть Кили в доме, я не знаю, если так думаю. У тебя в доме, блядь, в твоем... Да, брат. В твоей коробке от холодильника. Alt F4 частично разочарование. Концепт интересный, зараза, блин. Так неприятно играется. That's good. I get to talk to him. I got something to say. Yeah. It's like he made me fat. Can you believe that? I can't. Oh my god. No. Yeah. Well, anyway, we are on right now with the developer of the game, Sealand Farrell. Thank you very much for your game, and I honestly, I might act like I'm mad, but I am a little bit flattered you put me in the trailer. I think it's very cool, man. Показывали ритм-шутер, показывали типа Хелсингера, но это был не он. Да, но выглядел гораздо лучше, и нет вот этой дурацкой адской стилистики. И там показывали, что можно свою музыку загружать, и он типа генерит по ней эти треки.
Что еще было? Была довольно интересная игра, аналог Марио Карта. Ничего себе. Ну как, это вообще, эта игра, ты на сноубордах катаешься? А, мы ее видели уже сегодня. Да, сегодня ее видели. Но она больше по геймплею больше похожа на Марио Карт. То есть вы несетесь на перегонки, сплитскрин на 4, прожектайлы можно это самое собирать. Довольно весело. Так, отойду на один из потеплее, блядь. Сара вернется через полчаса. Ну, успеет ли выставка? Продолжится реально. Спасибо. Мне просто холодно. Да, не, как сказать, для таких игр внешний вид вообще не важен. Может быть, у них даже с такой физикой интереснее играть. Вот с таким челиком, который возится повсюду. Fairly realistic physics. So in terms of if you compare it to like a building game or the building mechanics in like Fortnite or The Forest or Rust or anything like that, in this game you actually build everything piece by piece, and every single piece has physics simulated in it. So now even the character himself, we almost pride ourselves in the fact that there's no animations in the game whatsoever. The character is fully physics simulated. So if the character is walking across a plank, the force of his weight is distributed through his feet, and if he's too heavy on it for a specific member, basically that'll crack and break. So it simulates physics as realistically as a game engine can. Я вообще пробовал играть в этот бридж, который конструктор. Что-то меня долго не задержал. How could I build a house in this game? Не сильно скучновато. No, so when we're making the trailers and the funny TikToks and all that, I actually spend quite a bit of time deleting members so that it collapses in a funny way. Okay. The structures do actually hold up. It's not that hard to kind of build a house or build a castle or build basically a vehicle or whatever you want. It's not that difficult, but depending on how big you build it, then obviously it can collapse in funny ways as well. У меня странные вайбы PC Gaming Show. Да, есть такое. Один год же Шон там постоянно приглашал к себе гостей и допрашивал их. Да. Я помню, у одного из гостей не работал микрофон, и он говорил в микрофон Шон. Или этот, который у него на груди был закреплен. И они обнимались. Да, или он специально так сказал. Thanks a lot, man. I really appreciate it. I'm very glad now it's out in the open and everybody knows. So thank you so much, and I look forward to playing your game. I think it looks really cool. Thank you. Thank you. Очень похожее название. The way I looked in that Да, trailer. Ремс уже сказал, что физик строен в Unreal Engine. I'm gonna have to go back and look at that, then look in the mirror, then go back and forth, and oh my god. Вообще, конечно, то, что они каждый раз вспоминают Physics, говорит о том, насколько это печально, потому что Physics, извините, в каком году его там рекламировали, в 2006? То есть, да, его типа там вот этот физический ускоритель, он прогорел, они продались NVIDIA, и Physics технологию ставили в Хавок, по-моему, если... Ну, короче, прям в дрова, они теперь точно в драйверах, и любой может использовать их. Но типа с того времени ничего не изменилось. Это настолько печально. О боже мой. Биз. Хочу кооп Run Your Magical In With Friends. Enchanted. Overcook 10. Мы видели ее, да? Да. Я не помню, но да, она выглядит как Overcooked. Зачем? Да, видели. Нет. Зачем играть в это, когда можно играть в Overcooked? Кстати, а почему мы на стриме не играли в Overcooked? Потому что вторая часть дорогая, по-моему, купить сейчас сложно. А там Remote Play нет? Наверное, есть. В первой же вообще нет онлайна, а во второй есть онлайн. У меня нет Overcooked. Я был уверен, что у меня есть. У меня есть на PlayStation полку.
All right, guys, that was Enchanted, and you can actually add Enchanted to your Steam wishlist as well, just like any other game that you see here at the Games Expo. If you guys are interested in something, you can go to Steam, you can add it to your wish list. I believe there's actually a list on Steam where all the games are going to be posted, so you guys can go check that out. Our next game is Да, Реймус, есть. Она даже с переводом на английский. Но они очень долго идут, практически там даже не 3 часа, 4, 5. Они странно выглядят, и про них мы узнаем, когда они уже начинают идти обычно. И обычно даже если там есть анонсы, они моментальные и размазанные на вот все это время, это полный трындец. Так, выглядит интересно. Вопрос, это тайкун или надо закупаться ходить? Да, да, хороший вопрос. Сейчас узнаем. Да, или зомби попрут. Или все сразу? В общем, это у меня, походу, котел, блядь, гордость района полетела. Да, завтра если мастера вызывать. Ауч. Котя, ложись, давай, сучонок, блядь. То есть ты, короче, без отопления остался? Ну, да. Тут что-то страшное. Скажи, не лето, блядь. Надо посмотреть будет, но что-то я подозреваю, что все равно будет так себе. Но зомби не пришли. Alright, guys, that was Mall Craze. So you can wishlist that now and get ready for early access on September 19th. I like that trailer. It was nice, it was cute, it was cozy. Демо Super есть. cool. So let's go ahead and head on over to the stage. We'll send it over to Asmongold to talk about the Что, games. пацаны, как вас видеть почти 6 часов подряд? Интересно. Я стримил 14 часов подряд. И на YouTube так и не залил. Я залил, надо открыть доступ. Guess what? We're doing another PC giveaway. What? We are giving away one of the What? PCs. So take a look. Левиафан играет It's going to be Baldur's Gate 3. on the, I guess it's probably going to be on Twitter. You guys can participate in that giveaway. подойду через Again, you can see the specs on the screen as well as the PC itself. That is one of the Про мегамолы, да, 20 не было. PCs. Ну, то есть, Oh my как God, I сказать, need to get one of those myself. такой вот That was really, отдельный really nice. дедикейт Wow. игры, они там So, были только yep, всякие there you go. индюшки, Make они sure to дурацкие join совершенно into that, были, and you can have a мелкие. chance to get Даже that не индюшки, PC. So the казуалки. first game that we saw, The Engineer. I think this is a game that games like The Engineer. Именно молы, наверное, самое интересное, что было, это какой-то сборный, этот сити-билдер был, там был молы. Build it up for 2 hours, break it accidentally, lose my mind, close my stream, tell my chat I hate them, then do it all again the next day. Exactly, Tectone. Exactly what I was thinking. Но вот подальше сделать все хорошо было what the бы. Game Expo is all about. I mean, you know, bridge builders like Polybridge do very complex physics. Everybody knows that. But this game takes it to an absolutely new level. With having you cross the bridge yourself, I think it makes it so much more enjoyable and exciting. And also for chat to see, it just seems like it's going to be a lot of fun. These similar physics remind me a lot of Human Falls Flat. Они про каждую игру это говорят, да? Это Sims a lot of fun, да? Еп. You're Но не basically стримеры, two что blobs. ничего You have могу to try to direct сказать. yourself to try to get to, you know, specific goals using, you know, whether it's blocks or any type of physics. And it's very exciting and fun to do with friends. I think this game is going to be very similar with that, and I think the chat is going to absolutely love it. Amy, what do you think? Yeah, this looks like the kind of game that's both fun to play and fun to watch. I really enjoy those ragdoll mechanics. I think that they're really funny. It just looks like a really entertaining game. Вообще по демке, то есть физика выглядит неплохо, но недостаточно детализировано все равно. То есть оно выглядит как технодемки NVIDIA.
некоторое время назад. То есть в них можно поиграться, но игры там не полноценные. Недостаток интеракции может очень сильно сказаться. Это типа как кукинг, этот... Да, оверкук. Только про... Или это и есть все-таки оверкук? Нет, это не от тех же людей. Ну, она выглядит дешевенько. Оверкук там вторая часть, там графика очень крутая. But I guarantee you this game is going to be super frustrating in the best way. Exactly, Tectone. And honestly, I think this game, I'm going to be laughing until my Знаете, я stomach совершенно hurts when I'm забыл, playing this game что with my я friends. сегодня I'm в really вкусвиле excited взял about ролл it. симфонии с It looks семгой. like it's going to have boss fights too, Неплохо, which is Сейчас just я его really буду interesting есть. for a Это game like хороший this, ролл. which is similar to Played Up and Я его, Overcooked. You know, помнишь, не пробовал там. looks like it's going to be a great game. I actually can see Скелет myself playing this получше, with правда. my girlfriend Vicky, and I think it's going to be a lot of fun with her. And I just love the Лосось art style. перебивает. Все. Your girlfriend who? А, лаборатора. Если в эпиках, то его раздавали. Если в стиме, то... Да, уж Steam раздавали, мы все брали, так и не играли. На скидку много игр было. А потом я посел аккаунт Галенкина, и теперь мы так и не поиграем в это. Whenever I used to play like simulation games like this, I was always like one of those idiots that never cared at all about making things look good, and I would just stack them on top of each other. What? Yep, I was one of those people, and it's my house now, by the way. And so I take a look at this game, and it's like you've got all these fancy like door frames. It's like a nice mall and everything like that. Oh my God, like it's a lot to take in. You guys ever played something like this before? Oh yeah, I've played hundreds of hours of games like this. But this seems like a game where you boot up Twitch at 3 a.m. You see Любой тайкун, в котором есть окно, которое можно завести за экран, это... Да. Просто нам показывают всего лишь часть экрана. I wonder if they're gonna. I wonder, can you make like a hot topic and put like a bunch of emo kids in the hot topic and like make it to where they don't let certain people into the building if they're not wearing enough black or something. Он сказал Emo Kids? Hot Topic? You recently did that, didn't you? You went over to Hot Звучит Topic как and dressed охуенное up like an место. emo, right? I did. Do that in this game too? Okay, yeah, I'll try it out. Looks fun. Yeah, this game looks Hey, very beautiful. game look I fun. agree with you. It Wow. reminds me a lot of Roller Coaster Tycoon. Кстати, роллы which очень I loved хорошие. playing when I was a kid. I'd go to Hot Topic and Пошел buy нахуй, that game Вася, there. я I тут на really enjoyed диете, it with блядь, my откурил. Adventure Time lanyard. This game also, you know, Jurassic Park Охуенный Manager. вообще. If you guys ever played that, Workshop Simulator. Там Very соус similar game to отличный. this. A lot of complex things in this mall, though, and I'm excited to see. I think it's going to be a great game for a streamer like Lyric. You know, Skippy Poppin might play this as well. Лаборатор 2. It's really just well done. Они I'm большие. excited to see it. Да, это Тамаки ролл, типа здоровый такой. Vicky Не Тамаки, но а-ля. So anyway, Tsunade roll. so if you guys liked any of these games, if you thought these games were cool, go on Наруто over to плюс Саски roll. discord.gg/OTK network, and you guys can vote on the game Не, Рэбус, that you all типа, liked the хотелось most, which бы, will again а win потом запускаешь такую игру и понимаешь, что все, что там $25,000 есть, to continue это to fund their development возможность как on the раз game that you нарисовать choose. из So предзаготовленных деталей I'd like to show you guys the мол, next game, и геймплея там нет. По крайней мере, я говорю, по каждый тайкун, который я пробовал, особенно отели, особенно рестораны, они не содержали геймплея от слова совсем, прям вообще. На их фоне City Skyline, который я очень ругаю за отсутствие интересного геймплея, имеет замечательный и глубокий геймплей. И да. Мы это видели. Да. На Future Games. Как раз то, что они показывают, как там лавки перекрашиваются и какие там есть настройки по цветам, то есть уже как бы замочек. У него руки нету? Вообще рук нету, да? Просто потеряла бою. А, не, выглядит симпатично. Там, походу, ни у кого нет рук, они типа там все летают в воздухе. Там герой какой-то лось есть. Один фол. За ведьму. Мы эту игру видели, нет? Видел. О, Дема.
Тетрис. Какой Тетрис? Авточес, блин? Шахматы 2. Tower Defense. А, да, мы ее когда-то видели вроде, что да, это файтинг, который... Это шахматы, но файтинг. Это как шахбокс, только нет. Рокировки работают. Rollback netcode, мультиплеер. Как называется? Лаборатор Сара есть гипотагент, что Саре... Сам не хочет отвлекаться, чтобы парить пельмени, но Сара сварит пельмени обязательно. Добавляем. О, реакция сегодняшняя. Поиграю потом. У Сары очень много пельменей, все нужно съесть. Это только у тех, кто на Kickstarter поддерживает. Пацаны, этот Интер Ман-Сити 0-1. Кто? Что? Лига чемпионов, Ася. Лига чемпионов. Там финал? Лига чемпионов по какой игре? Да. Dota 2. Dota 2, да. Вы чё, ебанутый? Ну, да, вижу. Я думал, скажете футбол или еще что-нибудь. Это финал или сколько? Финал. А, серьезно? Финал сегодня? А, у нас, наверное, по телеку не показывает. Не, по матч ТВ показывают. Может трудить потом, если успеем. О, вот что такое. Это та самая игра, которая Fortnite. Это была на этом... Господи. Это та по покемонам, что ли? Она так выглядит? Не, это другая. Это ее на Future Games Show показывали. Ты пропустил ее в начале. Не на Future Games Show, а на Games Future Show. Atomic Picnic. По-моему, трейлер тот же. Не, ну опять же, вот игра вот по всем своим физическим характеристикам, блядь, визуальным, она выглядит как вот то, что могло выйти на втором PlayStation. С небольшими, блядь, фиксами, нахуй. То есть, ну, не знаю, вот такие у нас те игры. Хотя, может, геймплей нормальный. Нет, извините, но у Зельды графон хуже. А она уже почти играет. Почти. Чуть-чуть. У меня метакритик-то, кстати, упал. С 97 баллов. По-моему, нет. Ну, Disco Elysium графон гораздо дороже выглядит. Ее делали дальше. Стоп, это мы видели тоже, да? Нет? Да, видели. Кажется. Да, видели. В начале дня. Это было так давно. Спорт надо добавить тоже. Так, мы с индюшатниками больше дел не имеем практически, да? У нас завтра Xbox. И PC Gaming Show. Да, нормально. Ну, PC Gaming Show теперь тоже инди, наверное, будет показывать. А что еще на ПК выходит? Эксклюзивы, что ли? Сеговские порты. Да. Ну, вообще, ролик, походу, другой этой игры. Не, вроде так самое, мне кажется. Такой же. Да. Там вот такой эта женщина была в начале, да, со спора. Оно начинаться может так же, а потом... Не, то же самое. Is from Flip-Fly, and it is an action-packed roguelite adventure, and it goes across land and space. Ooh. And that's going to be Whisker Squadron Survivor. Land and Space.
Вообще мне этот формат, чем дальше мы смотрим, тем мне больше и больше этот формат нравится. Да, неплохо, неплохо. То есть тут, конечно, эксперты сомнительные. Эй, это Star Fox? Там кот этот летает. То есть эксперты такие себе в студии сидят, но в общем и целом они показывают игры, чуть-чуть обсуждают, иногда включают геймплей, демо показывают, интервью с разработчиком, то есть тут все есть. Игр показывают, на удивление, довольно много. Это КТС, блядь, я не понимаю. Фу. За КТС играть, фу. Если бы был просто код. Да, это было бы лучше. Есть вискер сквадрона, есть вискер вичей. Там вот эти... Это как... Сара, ты пропадаешь. Да, пропадаешь. Серьезно, да? Экран с апгрейдами выглядит как экран в Vampire Survivor. То есть ты идешь, убиваешь врагов, и у тебя скопится опыт, и ты каждый раз собираешь себе новые эти бафы. И этих бафов у тебя там 100 накапливается за 5 минут. Страница этой игры схожа с тем, во что вы играли. Deep Rock Galactic, окей. DCC World. Это хардкорный этот авиасим. Это, Сара, тебе такие игры нравятся вообще? Нет, это еще ебанутый, что ли? Блядь. Давай еще раз задам тебе этот вопрос, и ты ответишь да. Тебе нравятся такие игры? Что? Ты хочешь предложить поиграть, что ли, с тобой? Ладно, иди нахуй. В общем, раз уж тебе нравятся такие игры, надеюсь, ты с нетерпением ждешь финала Halo 4. Это классно выглядит. Блять, вот это нет. Это что так за кошка такая, блядь? Нормальная кошка. Ну, это твой, этот, как его... Не штурман, как его? Диспетчер. Это, как я понимаю, вторая часть, потому что есть просто Whisker Squad. А, нет, стоп. Да, есть просто Вискер Сквадрон. Вискер Сквадрон. Да, почему-то называется Вискер Сквадрон Survivor. Хотя они обе не вышли. То есть они уже анонсируют другую игру, хотя это еще не вышло, да? Ну, просто вот настолько, да, широк спрос народа на космосины с котиками. Я, короче, хобби добавил. Вискер Сквадрон, он заявлен на 24-й год, а Вискер Сквадрон Survivor вообще непонятно когда. Ну, только сейчас, видимо, анонсировали. Это создатель Raise the Sun. Играли Raise the Sun? Неплохая игра. Там, где этот летит, этот там такие галлюциногены в 80-м духе пейзажи. Да, 564. Мы ролики, кажется, видели, когда. Неплохая, она какие-то награды даже брала, неплохая. Они уже 3 часа ебанутся. Лучше всего Гатеса, вот это вообще идеал. Ты их часто встречал? Ну, пару артов, наверное, за жизнь бывало. Well, S-Fan, it's actually going Даже пытаться загуглить. pretty awesome up here. We suck at this. What do you mean? I mean, we... Hey, speak for yourself. I Gothic Cat. love roguelikes. I would say that's my genre. I believe it is, but before we get there, I have something cool to talk about. See, this is Бля, только лишь тому, что не стоит, да, говорить, I love roguelikes. Super giveaway. Okay, yes. No way. Oh my god. A super amazing giveaway. 3 Voyager credit PCs. Они это новую хуйню раскидывают или это те же самые, да? Те же самые. Ну, то есть, нет, быть может, это вторая партия того же самого, я то есть помню, что все это Нет, это, скорее всего, то же самое. Я не понял, Voyager Creator Elite это все-таки системные блоки или что? Нет, это компьютер. Это предсобранный компьютер от их фирмы. То есть, значит, у нас, 3 компьютера, они сколько там, по 1000 баксов стоят, и всего лишь одно кресло за 500 баксов. Они в экономике и математике не особо в ладах, да? Не, ну это... Что им дали спонсоры, то они дают. Типа компьютеры им просто дали они сами, поэтому так проще. Ну, понятно, да, но просто обычно там это говно какое-то много, а охуенное мало. Ну, подожди, что бы ты хотел больше? Компьютер наверное, это вообще бутиковый комп, наверное, 2000 баксов.
или набор годовой запас энергетика. Это Домой, блядь, лагуна его за вечер буду. Да, выпить его и умереть. Я энергетики аккуратно пью. Я сегодня выпил один. Ну да, это ж не пиво, блядь. Вася, я пиво не пью. Да, не, кресло отменное, но этот, есть другая фирма, этот, Lab... бюрократ. Secret Lab. Но Secret Lab в России вообще не добыть. То есть Razer можно купить, но он оверпрайс дико, но... Да, все, это мансити выиграли. Простите за спойлеры. Лига чемпионов закончилась. Все, да. Сити взял Лигу чемпионов? Да. Неплохо арабы вложились. Вообще, чё? Ман-Сити, лаборатор. Это есть Манчестер Юнайтед команда, а есть команда Ман-Сити, Манчестер. Сити это всегда их бомжи. Ну да, они даже больше жопы были, чем Челси, кажется. Но учитывая, в какой жопе Манчестер Юнайтед последние годы, то есть там самые преданные фанаты, да, и лучше не говорить об их команде. Да, все плохо. Я начинаю подозревать, что вы соврали, когда сказали, что это про доту. По таблице не то, чтобы совсем жестко. Нет, да, не, просто как сказать, там типа у них вообще просто ничего не получается. Каждая там замена это скандал. И то есть все покупки обращаются в говно, и так уже 5 лет. Ну да, они Роналду же покупали. Да, это закончилось очень плохо. Они огромные деньги тратят, и каждый раз это превращается в тыкву. Брат, а что если это ленинисты? Это же еще хуже. I think that's pretty awesome. You got really excited when you saw this game, and like, what Мне about the нравится tentacles их really made you наличка. like? Well, What it's about it? unique. Yeah, it's kind of like a top-down Hotline Miami. Is how it feels, but I mean, it plays nothing like it это because вот был you're спор fighting a Вилла Райта, а virus, and теперь you're fighting Демон these little спор. tendrils going out, trying to get the base. The environment is interactable. I saw him throw a chair. It did 0 damage, but I see a explodable thing in the top right. I'm sure that can blow some shit up. So, interactable stuff. Unique enemies. I saw some unique little guys running and jumping at you at one point, so it's got a large variety there. Как это? Вид сверху, есть дробовик, как это не похоже на Hotline Miami. Crimson Land. Да. I'm gonna be playing this one for sure. Can I add it to my wish list? Это синтетик. No, but that's okay because you can't. It's exciting, guys. What? No, it's great. Okay, Sierra, what do you have to say about this game? Well, no, you said it all. Oh, really? Did I? You did say it all. Why don't you add something? Вот именно вот этот вот сегмент, вот с этими челиками мне не очень нравится. Ну, вообще вот, мне нравится, когда Асмонголдом сидит там, обсуждает что-то с своими. Мне нравятся ведущие, которые анонсируют игры. Вот эти ребята, они какие-то... They don't belong. Опять хор, да? Опять хор. Before we move on, I want to just show хоррор говорит как хор. А все американцы говорят. Нет, Вася, нет. Не, хорни, нет, хор, блядь, хор типа это шлюха. Ну, да, я уже шутил так сегодня. Правда, никто не понял. Потому что мое произношение отстой. Ну, то есть это рогалик, значит, ты это путешествуешь, там враги, то есть это уже, это ближе к какой-нибудь Айзеку, например. То есть там просто показывают набор комнат, когда карты. Вообще, стрельбы это именно вот в этом, как там, The Sun, называется полностью. Это именно того, что там не хватало. Чё говоришь, что, блядь, ну, да, конечно, игра неплохая, но я играю за кота, и это все куда лучше. You build up some combos, you got weapon upgrades, you got passive upgrades, the art style. Now, while what do those upgrades remind you of on the screen? Ну вот, тут апгрейды, как, блядь, Vampire Survivor, я не понимаю, зачем это и, блядь, что это все будет. Ну как это, типа, у тебя идет забег, и ты в него выбираешь билд. Ну да, ну просто тут врагов, что ли, совсем много будет, я не понимаю. Кстати, интересно, будет ли только вот так, или еще будут другие режимы? То есть, например, тот же Star Fox, там были
уровни со свободным перемещением, там были уровни наземные, то есть на танке ездил, на мехе с двумя ногами. Это на что, на Nintendo 64 было? На Nintendo 64, по-моему, только наземные секции есть, Да, свободные на танке, секции. которые все И, ненавидят. возможно, подводная лодка, но не уверен, она там была или она But you know we've got those upgrades, so it's Star Fox meets a roguelike, and I think так-то there's там, absolutely a demand for порядочно this было type of развито. game. People love Star Ага, Fox. вообще, да, это рогалик, это рогалик. Рогалик, да. Вряд ли будут, да. Ну да, нет, где-то они не будут делать дополнительный уровень. Хотя, вот наземный еще более-менее, может быть, там какая-нибудь другая конфигурация, но это вряд ли на релизе. Right now On in the your phone. OTK Network Discord, okay? Они говорят OTK каждый раз, мне кажется, OTK. Your vote matters. There's money on the line. Get in there. Make sure you vote. It's super important. And you know what? What? Back to S-Fan. What? Okay. What? Back to S-Fan. Are you sure? Да, you sure? Oh, well, interesting. Okay. Well, anyway. Guys, that was great. Awesome. Show me the star facts. Absolutely. Guys, our next segment is going to be puzzles. Ей, puzzles. Вообще интересно, что они разбили вот так все по сегменту. All right, guys. Правда, это значит, что уже не будет больше платформеров. I believe, correct me if I'm wrong here, Martinez Cibulis is the developer. And it's a couch co-op game that uses different teamwork skills in order to solve the puzzles. And that game is called Ready, Steady, Ship. Шип? Премьер. Ready, Steady, Go, это была отличная песня его, что такая, да. Это Сара сидит на диванчике, греется. Дабл пиццу заказал. Я не заказываю дабл пиццу. Ой. Can you lift a box with your bare hands? Then you can save the world. Join the world's best shipping company now. Похоже на развод. Ну, то есть это таскание грузов, да? Да. Это кооп. Слушайте, мы ее видели. Ее очень давно показывали. Какой же это World Premiere? Или это просто похожая игра? Может быть похоже, может быть там была про переезд со стадии. Да, про переезд совсем другая вещь. It's fun. It's fun to say bitching. Это лагуна, блядь, получает фан на работе, блядь. Ты не представляешь, какой фан на работе получаешь. Не сомневаюсь. О, коробки собирать. Не, блин, вообще неплохо выглядит, мне нравится. О, серьезно? Прям настолько? Ну да, технически высадка на Луну это тоже доставка, да? Так, Ready Steady Ship, блин. Это добавляю. Ready, Steady Ship is coming in September. It's a puzzle game. I love puzzle games. I think that looks great. And make sure to wishlist it on Steam. If you guys want to check it out, you guys can wishlist it on Steam. And not only that, Никто из них не говорит вишлист на других платформах. А у Галенкина вообще есть вишлист? Может, до сих пор не добавил? У эпиков нет, у Nintendo есть, у Sony. У Sony есть, но у Sony, как обычно, как у людей, там 100 максимум. Слушайте, в Уве, то у них нет. Нет, не уверен. Хуй знает, там ачивки сколько, спустя 2 года добавили. Там ачивки есть, их редачили. Когда продвинутые геймеры из журнала «Игромания», с форума «Игромания», говорили, что никому не нужны ачивки, потому что ачивки для задротов, а мы сейчас уважаемые люди с семьями, всем этим ачивки нам не нужны. Поэтому у Галенкина нет ачивок, это классный магазин. В Steam есть ачивки, это говно магазин. А ачивки не нужны, только если это не ачивка в России. Я Шихададжи, да. Я Шихададжи, да. Мне нравится, что на Гамаге вот все новости вот вокруг этого. Ачивка я Шихададжи, ачивка я Шихададжи. То есть это что, ему я Шихададжи заплатил за вот эту бессовестный пиар? Они готовы, ну он идет против системы, ты что? Против какой системы?
Человек в Россию завозят картриджи и для Nintendo, и для других консолей. Бьет своих этих подчиненных. Прям человек мечты. Диски для PlayStation. Мужчины бы хотят быть похожими на него. Кстати, между прочим, в Epic Games Store сейчас мега распродаж. Есть виш-лист. Я сейчас посмотрел. Корзины все еще нет, да? Есть корзина. Да, корзина есть. Ну все. Не, ну как сказать, они так рекламили отсутствие функций, что теперь никто не знает, что эти функции добавили, потому что кто будет проверять. Wow, okay, all right, that is interesting. And so what exactly got you into game development? What inspired you? I'm actually indie game developer for around 7 years. I work full time at mobile game studio, and this is the game like only I do on my free time. So yeah, I don't know. I'm a passionate gamer myself, and I really like making games. All right, well, that makes a lot of sense. And honestly, game looks like a lot of fun, and we all wish you the best of luck. Thank you very much for coming on and being part of the show. One more thing, if I may. Do it. Yeah, so if you guys like watching devlogs, I'm inviting you. Помните вон тот этот двухмерный, этот, я не знаю, что там, слэшер про самураев, который там, где котика можно играть, да? У вас на Гамагу игра выйдет на ПК, в Epic Games Store, да, и Steam, и ретро-консоли Atari VCS, и на других консолях не выйдет. Atari VCS, ретро-консоли, она подтянет графон нормально. Ну, это же новая, которая... Да, это новая. Понятное дело, но они сделали новую ретро-консоль, и она потянет современные игры. Ну, это, по сути, печка небольшой мощности. Ну, то есть, типа, средних настроек, характеристик. Не, по-моему, да. Слушали? Нет. Да, you can be indie game developer and girlfriend haver. Lost in 2. Потерянные близнецы. Снова. Они это близнецы? Не. По-моему, мы первую часть видели, что нет. И вот это вот или этот ролик самый видели год назад. Да, птичку помню. Неплохо выглядит. Ну, блин, они точно близнецы? Или они потеряли по близнецу? Просто они на двоих. Не, они в одном доме живут, так что скорее всего. Нет, не один дом, это один дом в разных этих вселенных, понимаю. То есть они, может, ну, одни и те же родители, две вселенных, и просто в одной вселенной дочь, во второй сын. Не, типа, может быть, у них есть по близнецу. У каждого. Свои. Да. И они потерялись. Это был какой-то хуйнёй код. Так, подожди. Вот видите, что происходит, почему мы еще не смотрели фильм «Няньки». Если мы смотрели фильм «Няньки», это бы не казалось странным. Вот, Wishlist now, yeah. Так, я буду чайник проверю, блять, хочу жрать. Думаешь, чайники есть пожрать? Могу пельмени сварить. Чайники. Это же какая-то шутка была, да? Про, типа, креветки в чайнике, подводные камни. А это пельмени начинают пахнуть рыбой. Ил. Блядь. Извините. Мидбой выглядит как-то странновато. Нет. Или не, как называлась на DS эта серия? Боксбой. Да, Боксбой. Боксбой был классный вообще. Это лучшая игра на свете, которая позволила
3DS. Это же боксбой был, да? Я, Вторая честно говоря, версия. не помню. Теперь тоже не помню. По-моему, это боксбой был. Я нихуя не понимаю, что сейчас происходит. Ну, типа, смотри, видишь, он двигает маленькие копии уровня, и когда он продвигает их, например, к стенке, он сам перемещается на этот уровень. Потому что он как бы протискивается в копию уровня, на которой уменьшена. И, соответственно, по логике он на этом уровне выходит с другой стороны. Ну, типа, то есть это прям снизу двигает наверх, да, а снизу есть проход на уровне. Он уровень продвигает к стенке, и он как бы протискивается в этот уровень и появляется снизу, потому что это он в этот уровень протискивался. Типа, да, это рекурсия. Спокойной ночи, Питер. Спокойной ночи. Приятных снов. Пусть тебе приснится много-много-много инди-игр. И Асмонголдом. I immediately thought how cool it was that the developer himself, because I saw the trailer and I was like, oh, that looks like Overcooked. Then we talked to the developer and he's like, oh yeah, I really like Overcooked. Yeah, it's like Overcooked, yeah. It's so cool how indie devs are like putting their heart. Кстати, это прикольно, что это как бы оверкук, но не оверкук. А то все остальные просто как бачат оверкук, и это, ну, блин, просто скучно. Devs are putting their passion in this and we get to see that on the stage. Personally, I think it looks really cozy. Like it's a perfect game for me to unwind to. Like. Нашел, что сожрать, буду жрать маслины. Yeah, just like super cute. Маслина это, который опять забыл, зеленый или черный? Черный. This game reminds me a lot of Overcooked or Played Up, if you guys have ever played those games. But instead of really cooking, which is what you do in those games, you're moving. Да маслин надо расти. It's completely different, but it just seems so cozy and fun to play with your friend. Лаборатор Царь даже не знает, откуда это. Honestly, ready, steady, and ship this game to my wish list. Маслины из светофора. Until my stomach hurts with my friends playing this game, and it looks really exciting. And I'm excited to see what the devs can do. And they let you take breaks too. That is a little bit unrealistic, but it's okay. It is a video game, and so we can all appreciate, you know, the focus on idealism, and that's great. The second game, Lost Twins. I'm gonna be honest. Like the main thing I saw, like I feel like kind of a dumbass even saying this, but like. I think the coolest thing about this trailer, I really liked the way the bird looked. I thought the bird looked really cool. And I never played It Takes Two, because that would mean that I would need another friend. So, you guys ever played that? The birds look cool. Блядь, такие комплименты пошли. То есть вот птица охуенная, да. Игра не знаю ничего вообще, но птица охуенная. Ну, птица действительно охуенная. Вася, это не петух из Соника. В Сонике не было петухов. Вася, там был ты. Yeah, I've never played It Takes Two or had a bird mount or anything like that. But yeah, see that, look how cool that был робопетух вообще. Это был только в анимационном сериале. А, да, ну это не считается. Мы все еще ждем полноценного петушка. Wow, that's what do you do in that game? The art style is incredible in that game and in this game. В смысле, вообще фрукты, да? Он вообще никогда фрукты не ел? I think this could be a phenomenal game. People love these kind of games. Или он какие-то фрукты не ел? Асмонголдом впервые пьет молоко. And it's just very cozy to play with a friend or, you know, somebody at night. Oh, absolutely. And last game we took a look at was Patrick's Paradox. Не, ну ладно, то есть а в детстве он че, ему родители фрукты не кормили? You know what this game reminded me of? Peeling the color stickers off a Rubik's Cube. Он сразу был вот в таком вот Because I played games like this back in the day, and I would always like I would do like the first 2 or 3 levels, and I would think I was like some kind of a wizard or something, and then like level 5. Ну, типа я согласен, что там, в Америке это может быть проблема. Это у нас обычно детей запихивают по помидоры сами. Там, если не нравится что-то, они особо париться не будут. But this one just feels way more, I guess, звучит как страна мечты. Охуенно, брат, он что, с детства один шоколад жрал? Не, ну вообще, конечно, идея очень классная вот эта. Арахисовое масло. I like the simple movement of it. It's like looks very easy to play and get into.
Yeah, I was watching the trailer and my head started to hurt. Easy to get to. And then now I'm seeing the breakdown footage. I get it, but still, I don't think I'm smart enough to play a game like this. But it looks cool. Я так понимаю, что оно все равно кнопкой управляется. Yeah, this game is just honestly very confusing to watch. But I'm sure, you know, once you get your hands on it, it's a very exciting. Бля, вот это, по-моему, видео года 2 назад. Она уже вышла. Да. Like the viewer eventually figures it out before the streamer, and then that viewer calls the streamer stupid for like a month. Yeah, no, I know this kind of stuff very well. I've got a lot of experience with that, and yeah. Anyway, that's pretty much it. If you guys want to vote on these games, Вьетнамские флешбеки пошли. Мы не удивлены, что у тебя много опыта с этим. You're also going to, of course, be able to decide the person who will win the $25,000. And now, really quick before we go, this is actually the PC. In case anyone wants to know, this is the PC that we were talking about. This is the mech PC that is brand new. This is the OTK PC. I don't know if you can see it with the camera. Это пластик. О боже мой. Его пробили за то, что он что-то сказал хорошо. Ранен. Yeah, it's the PC. We'll be back. All right, so listen, I'm a little bit annoyed to say this, okay? Okay. And the reason why is because a few days ago, S-Fan got a chance to play Wayfinder. What? You guys can check out the trailer right now. Wayfinder. This summer, evil is powerful. But courage is solid. Я опять забыл, что такое Wayfinder. Ну вот, Finder of the Way. Это не та игра от разработчиков. Да, Лальца. РПГ, да. Да, это она. Мы видели это, да. Возможно, у Кили это видели, нет? Да, нет, Нет, это сегодня, по-моему, было. Не, сегодня точно не было. Не сегодня? Вообще вчера было, позавчера. Become a founder of Wayfinder. So I'm actually extremely jealous of S-Fan. I've been О боже following this мой, game for the last 6 months стоило or so. будет еще страннее. Блядь, он что такой сутулый, что ли, с плечами? Он просто не привык стоять. О боже мой. Ну, им поесть. Он иногда ест. Не слышал, недавно попробовал впервые фрукт. Не, выглядит она прям очень неплохо. Ну, то есть, может быть, конечно, играть будет неинтересно, но, блин. Это такой дешевый вариант Blizzard'ов. Blizzard'ов кого? Ну, близзардовский дизайн. Ну, в хорошем смысле. Просто дешевый в смысле, ну, видно, что не особо бюджетный. Не особо дали. Да, и что-то с его телосложением это выглядит странно. You can do that through a bunch of different weapon options. Like each character, it's like a hero, not like a class, but it's a different hero that you have the different weapon options for, and it kind of changed their kit a little bit. Not their kit, but their playstyle, and you can get these echoes. Быть может, чтобы стать профессиональным стримером, нужно вот именно таким стримером. Ну, нужно быть альтернативным, это 100%. И меня каждый раз поражает, как XQC держит то, что он держит. Типа, это надо быть или как-то... Не знаю, как это сказать. Типа, как может 2 минуты... Ой, может по 10 часов каждые 2 минуты удивляться одному и тому же. Hitting the nail on the head. Color palette is amazing because you can actually see things. You can actually see the mechanics. As far as like the platforming stuff goes, on that last fight, it actually showed where you had these like squares coming at you,
and you had to dodge them by jumping on the other platforms, and then it actually shifts, and then they come at you from another side. Прям как So then you Fall have to Guys. just have that kind of like spatial awareness and the tracking to be like, okay, boom, and then you go to the next phase of the boss. So what was this fight like? Like this one was like the mimic. This one you told me it's a mimic fight, right? Yeah, essentially. It comes out of a box. It's Grand Deceiver Maris is the name of the boss, and it has a phase of the fight, a bunch of different mechanics. You go in there and you fight them. То есть мы 6,5 часов. At the Ну, end я of хоть the поспать phase, успел. splits up into a bunch of different chests, and then you go and you open Так, the ну chests. что там? Ну я не знаю, там оно вроде бы еще идет. То есть давайте, может, еще пару игр посмотрим и закончим. Ну реально, а завтра еще это. Я не знаю. Как бы я не думаю, что много осталось. Ну да, часа два где-то там надо, да, не помню. Конечно, ну смотреть. Я как вы. Я потом все равно пойду Street Fighter играть, так что. Хотя, может, не сегодня, не знаю. Надо в тренировочный режим выходить. Да, мне Ков 13 смешал все карты. Он настолько хорош, что просто невозможно оторваться. Wayfinder, absolutely great. It was an amazing experience getting to play it. And yeah, just to go ahead and mention, if you guys type !Wayfinder in chat right now, you guys can find out a lot more, and you can have a chance to actually become a founder later this summer. And you can go to playwayfinder.com/press if you guys want to get involved. If you are a content creator and you want to get more involved, so Asmon, write this down. Yeah, here, do this. Go to playwayfinder.com/press, and you can have a chance to get involved. Like me, like I was. Okay, yeah, it must be nice, huh? Oh, it was nice. It was real nice. Yeah, absolutely, it was. Absolutely. So, anyway, Wayfinder, check it out. Early access this summer. And speaking of RPGs, let's go to our next segment, RPGs. РПГ. Сара, не убегай. А здесь я жру маслина. Маслины последние дожираешь, что ли? Нет, у меня еще одна банка есть, но она на пиццу. All right. So, next up, we are going to talk about our first game, which is from Star Drifters. Это мне так, будто он из сортира прибежал. Такой, you go and you build and explore in a crumbled fantasy world. That game's called First Dwarf. First Dwarf или First Dwarf? Кажется, Dwarf. Да, Dwarf. Он еще и в мехе. Господи, наконец-то. У него еще и дракончик. Наконец-то узнаем, как дворфы появились. То есть это экшен-РПГ ходит и пиздит это все. О боже мой, нет, это не РПГ, это ни разу не РПГ, пошли нахуй, бляди. Не, ну... Да, хотя бы можно понять, здесь хотя бы история к этому подводит. Да везде, блядь, в Форесте история к этому подводит, блядь. О боже мой. Подождите, а как он один размножался? Дракон есть. Это дракон, а не драконика. Ну, может, гномы и драконы вот именно так размножаются. Господи, какое говно, блядь. Кажется, ты перебрал с маслинами. Или не добрал. Ну, вообще, идея-то прикольная. Да. Надо смотреть, как оно выглядит. Да. Switch. You guys can check out First Dwarf on Steam right now. You can go add it to your wish list. That's available just like all the other games here at the Expo today. You guys can go and Steam wishlist everything. So Ну make да, sure to go do полчаса that. там еще есть. Сейчас Our они будут next эту game игру coming up показывать. is from Sickinger Studio. It is a game where you can enhance your armor and combat abilities and run around and do different parkour stuff in an action RPG called Night Foretold. Вот, Сара, ты хотел настоящий РПГ? Go know
На платформах это тоже важная цифра, просто ее не видно публично. Поэтому в Steam, да, она важнее намного. Ну, типа, там только издатели и разработчики получают информацию об этом. Ну, и платформа-держатель. Лаборатор буквально маслину поймал, я его уронил на пол и отловил ее. Слушайте, вот такое чувство, будто вот местный РПГ это то, как себе Асмонголдом представляет РПГ, блядь, в принципе. Ну. То есть сначала, блядь, этот огородничество, а потом у нас экшен, блядь, с мечом. Это РПГ. Ну, анимация прикольная. Осталось РПГ найти. Ну, ты отыгрываешь роль рыцаря, который любит паркурить на ровном месте. Да. Ну да, и Атайн Майами РПГ какой-то. Или Соник РПГ. Лагуна, ты отыгрываешь роль Соника? Вообще, есть Соник РПГ. Не, ну ты отыгрываешь, когда играешь за Соника, ты чувствуешь, что ты Соник? Нет. Невозможно быть таким, как я ощущаю себя как Соник из Соник Бума, который который, да, не может записаться в бассейн, потому что там малолетки. Слушайте, да, что-то с РПГ как-то жанром печально выглядит. Ну, Ведьмак 3 не РПГ. Это экшен РПГ. Не обращайте внимания на кота. Господи, этот дизайн, ой, блядь. Это раса, ой, блядь. Три РПГ, две из них про огороды, третья про... Что там, про паркур, блядь. Глайдеры из Зельды. Вот Genshin Impact хотя бы придумал крылья. Вы можете тоже придумать крылья? Нет. Ну, то есть начнем с того, что у вас герой выглядит как говно ебаное, блядь. То есть им просто неприятно будет это включать. Elements of Harmony. Вася, 8 элементов. 8 элементов. Emeralds. Реймус, ну можно ли было на них летать? Точнее, именно парить, медленно падая вниз. Что только величайший Perfect World догадался летать на них нормально. То есть я вот сегодня, значит, это утром побрился на лысо, то есть сделал себя уязвимым перед холодом, блядь, и мне отопление отключили, блядь, охуенно. Сразу, будто и ждали, блядь. Шапку одень. Чё? Шапку одень. Я ношу шапки, на что ты пишу. Мерч. О, это трусы или шорты? Да. Один кепку. Нет кепки, Вася, не ребенок, блядь. Сертушка. Умственно на тебе 12 лет. So we got the RPG games. We have the honor to go over some of these. Those were sick trailers, and Nick was actually freaking out. I was freaking out. Да, бандана дает бесконечный патрон. What is this? Oh my god! Our RPG games can be some of the hardest to pull off because they're just such I mess with my mic. They can be just such massive projects, especially these big open world games. And for these indie devs to kind of take on the task, it's a tough one to pull off. But let's talk about First Dwarf as our first game here. So right off the bat, one thing I noticed is that little dragon started out on your shoulder, and by the end, you were riding it. I don't know what the kind of progression is on the dragon there. You're thinking maybe it grows up and you end up using them as a mount? So you've got dragon management, you've got your mech. Я не понял, то есть он, значит, может в виде робота, внутри робота рубить деревья, а может вылезти из него и тоже рубить деревья, да? Размять ноги. С сущностью маленького гномика. Блять, Котя, заебал пердеть, лачок, блядь, фу, какой-то тверик, блядь.
go around as a character yourself and do it, but you get in a mech that helps you kind of Блять, у optimize меня how you get отопления нету, resources. блять, я не курил Now, the сутки, size блять, of the от меня world ходит. feels massive. Я, блядь, становится, я становлюсь радикальным, блять, антителеком. And that's what I was saying with like these RPG open world type games can be so этот робота заряжать надо, видите, на топливо. But not only does the mech help you farm and whatnot, I saw it doing a little bit of combat at one point. So we've got farming, Магический робот на магической энергии. Exploration, and the way you explore is what looks to be on the dragon fly. I see lava at the bottom here. So not only are you exploring the islands, you're exploring. Туда можно ходить? Я так и не понял, зачем нужен дракон, потому что по ролику там он просто драконом управлял и летал. Чтобы... Зашмелкий дракон, что он сделает? Разведка, ключ этот, идешь, ищешь ресурсы им, поднимаешься повыше. В такой игре магическое строительство немного странно выглядит. Это не магическое строительство, это 3D принтер. Орбитальный. Не, ну если в такой игре можно реально пойти до этой лавы, это действительно впечатляет. Прям как в Skyrim. Да, не успел. Брата сделал это раньше нас. Ну, это он сделал позже нас. I cannot wait to actually play this game. So let's check out the next one. The next game on the list was Nights or Night Foretold. Night Foretold. So can I talk about why this is so sick? Go for it. I mean, you can just see. Okay, 2010 год на презентацию Skyrim. movement in a game, and look at that. You fly over objects, you parkour, you can slide under a table. I was losing my mind at this movement, by the way. Oh my goodness. I think the big highlight to this game. I was losing my mind, да? Да, как там в истории, как они говорили, beautiful game или что-то, interesting goodness. I want to know the controls. Oh my god. Jesus Christ. Chests. The progression of this game, I'm really curious about. Это все еще менее искусственно, чем крики Максимилиана, но все равно. Иногда Максимилиан по-настоящему gets excited. Да, это правда, но, к сожалению, из-за этого только еще четче слышится, когда нет. Воу! Yeah! I can't believe this! Да, я не смогу, даже если буду стараться. I can't believe this! And just that alone is going to make Get a load of this. this. 100% going to be playing this. A lot of dopamine coming in from all the gear upgrades, and I can see it here. It keeps it pretty simple, and it's going to feel pretty good. So there he goes. This guy doesn't use doors. So I'm curious to see more about this game, but the combat and the parkour is the real highlight. I've never seen anything like that. That was a cool Absolutely. Конечно, анимации реально неплохие. Причем как у противников, так и у героев. Мне цветовая гамма очень не нравится. Да, сероватенькая. Но не все теряется. А здесь мне тоже нравится цветовая гамма. Да, после геншинчика такой плохо выглядит. Зато на драконе можно ездить. Farming, crafting, gliding, climbing. Бля, чувак, я не знаю, будто на войну съездил. Я видел столько драконов, я видел, блядь, столько лута, блядь, это не знаю. Такие вещи, которым вы не поверите. Сивучи, блядь, у врат Тангейзера, блин. Collect resources, and you can cut down trees. I love farming in games. I'm a farming nerd when it comes to games. I love to be able to sit there, grind, collect resources, and then build, craft, make a base, make a house. I mean, it looked like you could make a little village. Like, do you know if it's a multiplayer? At one point I saw them. I saw 2 people in there. Okay. If it's multiplayer, that is crazy. So we can play and he can go do his own thing. Am I not invited or who's not Или invited? просто I крыса. think this game is По-моему, это просто You can play гигантская Code крыса. Carnage. That would be awesome. My pleasure. Засветно блядь, чувак. No, you're not. Okay. So what do you think about this game, Nick? What do you think? Хайпят они, конечно, чудовищно жалко. So sick.
kind of simple here, but the shininess of the weapon Свостик это что always такое? attracts me. Shininess of the weapon. Always attracts me. I've seen different mounts. Mounts must have different abilities. Like this is right up my Different alley. mounts, different abilities. I mean, the way you chop down trees is... В игре есть способности. Разные способности. We just saw 3 amazing RPGs. Yeah, those are massive projects, and I'm really impressed with all 3 of them. You know what time it is, sir? Massive Amazing multiplayer RPGs. Ladies and gentlemen, online game. back to S-Fan. Well, thank you, Seer, for that wonderful introduction. Thank you. Не, ну РПГ это, конечно, их лучший сегмент был за сегодня. Да. Ему дают посидеть хотя бы? То он мужику за 3 часа стоит. Ему не разрешают сидеть. Он еще насидится. За что? Он знает за что. Hard Frost. Competitive PvE. А, это Dota, но это PvE Dota, да? 4 команды почти из 4. Охуенно. Ну это мобилоки, да? Не, мышка кликает. То есть это... Ну это моба, да. Это бестмастер. Защита древних врагов. Ты ничего не понимаешь в этих играх. Вася, я знаю, у них было только что Лига Чемпионов. Да. Атака древних. То есть 16 человек сражаются вместе. На сундук мертвеца. Ну, в принципе. Evercore Heroes. Closed beta Ну да, в begins принципе, ладно, June играем в доту. 20th. Если честно, весь сингл в Доте это, наверное, худший экспириенс от изометрических игр, которые только можно было. Ну, то есть, типа, да, с одной стороны, он плохой, потому что ты очень хочешь в него играть, потому что тебе надо пройти ивент, чтобы получить бесплатные шмотки. С другой стороны, это вечный дисбаланс и попытка найти полома, потому что без полома это не проходится как нужно. А с поломом это невероятно скучно, и это гринд в самом худшем варианте. Я знаю, мы выбили все, что возможно с годня, только это было не весело. Это было 8 часов. Не, дальше это, собственно, как раз выходили ивенты, которые хвалили, но мы не играли. Нет, там дальше было это подземелье, которое было как годень, только там надо было еще хорошо играть. Не, после может быть. Потому что подземелье это было вообще трындец. То есть ты там помираешь от случайности, а тебе нужно, чтобы что-то получить ценное, там нужно выфармливать просто трындец как. И ничего не работает. То есть там надо потеть больше, чем в серьезном матче в доте. И это, ну как бы, это невменяемо. Нам же не объявляли, что новый секция началась. То есть это все еще технический карпагат. Да. Ну да, нет, это же разработчик одной из игр. Нет? Это разработчик вот этой игры, которая сейчас показывает. Ну да, новые игры. То есть я не понял, там изначально было 2 горячих азиатки, где чувак по центру сожрал, один лысый. Одна облысела. Okay, so it has that. It has that, and each it's a hero-based game too. So each one of those is. В 19-м там уже, да, там еще туда-сюда был. Но опять же, с другой стороны, они награды обрезали, потому что за того же годня давали охрененные сеты. То есть, да, они типа были подписаны, что это с ивента сеты, но в остальном они ничем не отличались. Прям там сундуков по 8 мы выбивали. Ну, очень много. Не помню сколько, но там прям был смысл это фармить. То есть это по ценности на тот момент, по 100 рублей на сундук, это порядка 1000 рублей. Я что-то не знаю, я думал, может сегодня там играть в Final Fantasy 14, в итоге сейчас пойду спать уже скоро. Потрясающая E3. Не, ну сегодняшний день, во всяком случае, веселее гораздо, чем вчера. Но могли бы на Гослинга смотреть. Ну тут хотя бы игры были. Я не видел хейта по поводу MVS3. Ну, типа,
Это не нужно ремейк, но что поделать, надо сначала посмотреть, как они его сделают. Так, Сельдок, я не знаю, в каких кругах ты вращаешься, хейт по поводу ремейка Персоны 3. Что... Ну, учитывая, что он никогда не выходил на ПК. Да, во-первых, да, нет, ну там Персона 3 все-таки, она чебиковатая, она выглядит так, себе чумошно. История до сих пор классная, то есть почему бы не сделать ее с новым графоном. Хотя по роликам там не особо сильно графон поднимали, но все-таки. Откуда ты знаешь, еще не анонсировали официально эту игру? Так вас на ДТФ, блядь. ТФ это рассадник тупых троллей, что ты хочешь. Я помню, там единственный спор, который у меня там был по поводу роллбэк нет-кода, и там человек просто не в зуб ногой, как работает не просто сетевой код, а передача любого сигнала. Ну, то есть, типа, это, дамы и господа, форум разработчиков видеоигр. То есть, понятное дело, сейчас, собственно, лучше, конечно, получить шестую персону, но только в том, что лучшая персона может выйти через год, а может выйти через 100 лет, блядь. И выход, блядь, ремейка Персоны 3 никак не повлияет на выход Персоны 6. А, блядь, когда сделать нормальный ремейк Персоны 3, это, простите меня, это будет такая игра, на которой... Ну, понятное дело, она будет чуть ниже, чем Final Fantasy 16 и Final Fantasy 7 ремейк 2, но она будет в 100 раз выше, чем, блядь, ебаный какой-нибудь, я не знаю, Atelier Pizza, блядь, и все остальное. Это будет, блядь, это будет мощь. То есть это по умолчанию топ-3 РПГ года. А что на ДТФ пишут про Sonic Superstar? Они не знают, что такое Sonic. Типа ДТФ это, как сказать, это платформа, где там куча всяких закутков, где сидят люди, которые даже внутри сайта ни с кем не контактируют, поэтому там вполне могут быть хорошие статьи раз во много времени. Ну, то есть, типа, но в среднем это бесполезный сайт с бесполезным треском. Так это, собственно, сайты именно геймерские, я не знаю, они просто выродились просто не феноменально. То есть, я говорю, я же 3 года назад читал форумы игромании, там как раз вот эти, ну не форумы, а комментарии к новостям игромании, где вот этот как раз в разгар войны свиньи и этого, блядь, Киабена, Стима и OTK Games Expo. И там просто пиздец, там такое фанбойство, которое я не видел на Гамаге, блядь, самый разгар войны Xbox 360 и PlayStation 3. Там люди просто такую хуйню несут и на чистом глазу, блядь. Они считают, что это, блядь, что-то умное и что-то нормальное, блядь. То есть, Мэтт Фанбой открываешь годик за 2008-2009 и понимаешь, что там вообще-то люди более-менее работали с фактами и аргументами. Даже когда пытались троллить и когда просто шутили. Даже в шутках там было больше аргументаций, чем сейчас, в принципе. Ксельдак, я не понимаю, что значит зашивайся МГС-3. Да. Вообще. Куда дальше там? Да. Это, во-первых, да, ты задаешь вопрос, хотя ты утверждаешь эту информацию, когда, ну, то есть мы ее не видели. Ну, то есть, нет, слушайте, ремейк МГС зашивешенный, это значит, не знаю, Снейк станет черным, я просто не понимаю, что на ДТФ. Подожди, но есть же мистер Сиген, когда он не может претендовать на эту роль. Ну, как бы вообще темы, которые поднимают МГС-3 с Сигентом, расизм. Да. Босс, она как бы там Снейком подметает пол. Да. Игру. Да. При этом есть Ева, которая... Как они покажут шрам в виде змей? У босс нет декольте. У нее единственное, что она раскрывается, это чисто показать шрам. Да, Волгин, интересный молодой человек. Да, чат was very supportive, всех 2,5 человека. Эй, новый крестовый поход, наконец-то. Ну и потом, да, МГС ремейка я тоже не видел никаких
хейта вообще нигде. Ну, кроме того, что по мне так это же не нужный ремейк, но... Она устарела, дичайше механически. Подожди, механически нет, вообще нет. В нее неудобно было играть еще на выходе. Нет, подожди. Странное управление — это не игровые механики. Оно странное, к нему надо... Нет, вообще нет. Во-первых... Нет, вообще нет. Ты, слушай, секунду. У тебя камера над головой, это гигантский лес, ты видишь 5 метров вперед, Сара, сабсистенс ты в глаза не видел. МГС, походу, 3. Да. Потому что еще на PlayStation 2 вышло переиздание МГС 3, где камера повешена за тебя. Свободная камера. И она как в 3D-шутере. И после этого все переиздания, включая 3DS и PlayStation 3, Xbox 360, использовали эту схему управления. Да. То есть... тупые наряды нужно каждый раз менять, да? Ну... ты можешь не менять, если тебе не нужен бонус за скрытность. Ты можешь пользоваться примерно универсальным цветом и не переключать его. И это будет то же самое, что и менять каждый раз? Нет, то есть, типа, как сказать, это та же самая механика, ее можно подвесить на одну кнопку для предвыбора костюма в пачке. Это единственное изменение, потому что произвела не могла себе позволить менять текстуры так быстро. Да, то есть, типа, это то, что требует ремейка, это устаревшая игровая механика. Ну, игра довольно небольшая, коридорная. Нет, вообще нет. Там огромные уровни, в которых можно делать. Там ты можешь постоянно там отходить с пути. Ты можешь, например, подрывать базы снабжения, которые тебе вообще не нужны по сюжету. Там когда первый раз после первого прохождения МГС 3, я смотрел в интернете, что там можно было делать, и я не видел, наверное, половину локаций в игре. Можно лишить врагов тяжелого оружия. Можно сделать так, чтобы они голодные ходили и слабые, потому что им перебил снабжение этого. Это помимо того, что как раз в МГС 3 там огромное количество того, как куда разные локации попасть разными путями. Да, лаборатор, да, тоже заметил. Типа вот в МГС 2 с этим были проблемы, потому что тебя игра постоянно приводила в одну и ту же точку, где ты должен пройти, и никак иначе. В МГС 3 с этим вообще не было проблем. Это фактория, только со скелетами. Ну и потом ты как бы понимаешь, что ремейк пока что выглядит так, что там он один практически дословно сделан. Да, там они не будут менять геймплей по всей видимости как раз. Как я ролик не смотрел, еще дурак, что ли? Я ненавижу ваш МГС. Ты ролик смотрел, ты на PlayStation Showcase был, Вася? Нет, на PlayStation Showcase меня не было, Вася. Забыл, что ли? Забыл? К тому же просто сейчас тупо... Не было на PlayStation Showcase? Не было. Тупой. Найти игру с вариативностью прохождения хотя бы как Metal Gear Solid 2, а не 3, который в 10 раз более вариативный, то надо постараться. То есть тебе даже, как сказать, Metal Gear Solid 3 дает одних радаров 4 штуки. Ну, то есть там сонар, пассивный, активный. То есть, типа, сейчас так не делают. Это, конечно, механики устарели, когда сейчас их просто не существует. Вот, я просто играл на выходе, и мне прям вообще не понравилось. Геймплей, да, ролики отличные, геймплей, мне не понравилась игра устарелая. Ты просто не играл на сам Metal Gear. То есть, Metal Gear, он требует того, чтобы ты принял правила игры. Это да, это первый раз очень сильно непривычно, потому что, когда я первый раз увидел МГС, мне было тоже... Я не понимал, как он работает, потому что мне никогда не было опыта с такими играми. Но потом ты когда понимаешь, когда ты начинаешь использовать все обилки, которые в игре есть, с ними можно играться бесконечно, и это задолго до выхода МГС 5, который просто, ну, то есть, в принципе, МГС 5 практически ничего нового, что не было в МГС, не придумал. Ну, то есть, ну, как бы... То есть, все это было в других МГСах до этого. Этот ролик вы уже видели. Но опять же непонятно, что это. Это просто как Амогус, как этот... Да, это Dead by Daylight плюс Амогус, что ли? Скорее всего, Амогус, да. По последней. МГС 3 можно и боевым путем можно проходить тоже кучу раз. То есть бой с вертолетом хочешь из РПГ сбивать, хочешь пилота отстреливать. То есть, типа, сейчас такого может просто тупо не быть. Я там на третье, по-моему, или четвертое прохождение просто экипировал себе этот
тяжелые пулеметы, просто бежал с ним вперед и стрелял. Да, Алекс, что на харде батарейка это большая проблема, это факт. И, блин, слушай, погоди, имбовый, там имбовый CQC был, да? Да, в МГС. Да, в МГС-3 мощный CQC. Да, лучше только, наверное, в пятерке. И в весовке. Plants vs. Zombies, по-моему. Ей, Plants vs. Zombies. Еще при этом на этом же уровне стоит зенитка против них. Там еще есть пара способов, как с вертолетом справиться. Можно вообще его переждать, и он улетит. Половину ролика они провели в меню, где это там прокачивали, я не знаю, пассивки, вот брали какие-то перманентные бафы. То есть сразу говорят, что чуваки, тут задротство будет, то еще. Plants vs. Зомби должен быть задротство, иначе него скучно играть. Не, там задротство было в том плане, что это хитростью можно брать, отбить прямо, да. Драчивая на цифры. Там сложно, потому что там с какого-то момента, если ты не делаешь того, что хочешь от тебя игра, ты просто не проходишь уровень. И ты сидишь на трайме, накликиваешь, а сколько надо чего поставить, на сколько, в какое время. Это маг? Нет, не маг. Робокрафт, это ты сам машины собираешь, да? Хотя может быть и нет. Все прилизанные какие-то. Не, по-моему, сам собираешь. Да, прикольно. Наверное, что сам. То есть это как Warcraft, только Робокрафт, да? But not only that, we have another interview available. So let's send it to Asmon for our next interview. Еще одно интервью, I'm excited to do this. I love the games where you can just run into each other and it's like it's almost Конечно, like конфа what do you really call it? Like a sandbox almost for the game. Напоминаю, мы думали, что она где-то час будет. Не, мы думали, что 3 часа нам сказали, что 3 часа будет идти. Но изначально только как нам сказали. А она идет 4. Уже. И еще полчаса впереди. Минимум полчаса. Из мега-графонистых, а мега-графонистые игры сейчас вообще делают, и Final Fantasy 16 является мега-графонистой игрой. 16, наверное, да. Все-таки там большие модели, много эффектов. Открытые. 7.2, возможно. Да, 7.2. А так непонятно, что там есть. А так, как это, бенчмарком до сих пор работает Cyberpunk 2007. Кризис, блядь, кризис. Не, кризис, слава богу, сложился и полномочия, причем лет 7 назад. Но да, третий кризис, наверное, на нем компьютеры тестировали год до 17-го. То есть, типа, он вообще-то считается предыдущим поколением консолей, но... You can get a starter bot to begin with, or you can download bots from CRF, which is the community robot factory. Hellblade 2, так он не вышел еще. Типа, как сказать, графика в Hellblade, там крутые модели и вот эти вот лицевые анимации, но остальная графика там не очень. FF16 уже сейчас выйдет, а у Hellblade еще пока нет даже даты. ДМХ 4. They discovered that through the tech in your game. Почему все замолчали? Сора очень красивый. Насчет мира непонятно. Голум. Как ты можешь сказать, что видеокарта, игра, которая ставит 4090 на колени, не является графонистой? And our focus is turning players into creators.
any game we make, we want you to make something. Be it Card Life, Ни одна игра 2006 года не может 4090 загрузить. Robocraft, you make the actual machine itself and bring it online, and others can watch it. And they make some weird stuff. There is a problem sometimes. So are we gonna have a situation like Tears of the Kingdom, Legend of Zelda, По идее, Spidey 2 графонистый. Да. Ну, то там опять же, там вот именно вау-эффект вообще не ощущается. We got some people making drones, we got people making catapults. Какой-то уже, я не знаю, уже несколько лет вот игры на совсем графон не пытаются упирать. А если упираются в графон, не забывают про все остальное. Равенки хорошо, даже моды хорошо оптимизированы. Обливион особенно график моды не делал. То есть, типа, современные раньше делали. Скарим тоже давно уже графон не обновляет. То есть, как бы, все график моды это всегда развод, потому что это просто перенастройка каких-то вещей. Знаете, какая самая графонистая игра на сегодня? Это Майнкрафт с RTX. То есть там прямо видно, что вообще-то должен давать RTX, и чего пока не в других играх. Где еще раз? Майнкрафт. Типа, в отличие от игр, которых вот RTX дополняет картинку, там действительно просчет сцены, а сцена каждый раз разная, потому что кубы, ну, как бы, конфигурация кубов, игра не знает ее заранее. Опять же, в Cyberpunk добавили такую же штуку, там сейчас 20, нет, не 20, 15 FPS на 4090, 1080p. Не, Реймус, для этого Майнкрафт надо иметь. Я этот спускал. Quake. Красивая. Мне RTX очень нравится, я его вижу. То есть, типа, освещение видно. Но, как бы, пока это не будет дешево за 60 FPS, то не все равно. Thank you so much, Zach. We are the Variety Gaming panel, and we're back to give some great analysis. But before we do that, I got something really cool to talk about. Not the merch. There's a Mech PC giveaway. Yes, that is right, chat. Make sure you guys все еще отдают этот компьютер, никто не хочет забирать. Кстати, тут 4090, 13900К. Ну, это машина на $3500. Правда, 64 гига памяти, типа. Больше не надо, но могли бы положить. I want that now. I want it. It looks even better than normal Star Forge PCs. I'm gonna keep it real. Those ones are cool. Look at this. Look, I mean, this is just mind-boggling. And they're already the best PCs in the universe, so this is even a step up. This is the best PC of all time, Seer. Yeah. Yeah, it is greater than LeBron. The best PC in the multiverse, if you will. Им надо было немножко сжать конференцию. Да. Ну, как бы они тогда себя ready to get into the games, Chance? I absolutely am, Nicholas. You look super excited, so I am. Let's just hop into the game. Надеюсь, он больше никогда так делать не будет. Я вот сразу сделал еще раз. You are great at tower defense games. I know that's your thing. I'm not going to BS it. You just don't have anything to say. No, I want you to talk about it. Ага, да, ребята, давайте начните обвинять друг друга, что вам нечего сказать. Okay, but I know you have passion for this, so you do it. I am a massive tower defense fan. I grew up playing a lot of Господи, этот чел массив дефенс, массив фэн всех жанров, мне кажется, которые показывают. И все выглядит очень интересно. Просто с такими играми любой станет массив этим фаном, да. Любой станет очень интересно. Лаборатор, их аудитория привыкла выключать через 20 минут. Это типа на Западе есть... Ну, не только на Западе, наверное, да.
У нас просто на такой не разговаривают. У них куча зрителей сидит, смотрит по 10-15 стримов и переключаются между ними. Мультистрим дрифтинг. Да. Так, я это отойду на 5 минут где-то. Я не курить. У меня сигарет нету. Ты костер решил разжечь? Нет, не нужно это. Я спать ложусь, дайте мне умыться, там зуб почистить, что ли. Ну, перед этим. Пока стрим. Когда закончится, сразу лягу спать. Пижам. Нужно подготовиться, блядь. Я сейчас теперь, когда ложусь спать, и перед сном читаю 1-2 главы One Piece. Через 3 года ты дочитаешь данную. Да, сейчас брати заканчиваю. Очень неторопливо, но в принципе мне так нравится. Гораздо лучше остается в памяти рисунок, что ли. Да, есть такое, особенно ранние главы. Реймус, да понятное дело, прикол просто в том, что как бы RTX будет чертовски долго выглядеть странно для всех, кто много играл в видеоигры, просто потому что это совсем другая технология, она и будет выглядеть странно. Это как, например, играть в какую-нибудь воксельную игру, то есть ты не можешь отделаться от ощущения, что это не так. То же самое, что, например, если много играть в игры на Сурсе, потом другие движки странно выглядят и странно ощущаются. Сейчас наконец-то показывают геймплей DC, так, кстати, нормально. Ты можешь запустить хоть 20 стримов на одном экране, только прикол в том, что внимание одно, и оно все равно будет щелкать. Все равно что-то упустишь одно. Okay, yes, this is Deceit 2. I'm excited. I don't know if it's like fully being announced. People didn't know it's happening. Ну, Реймус, прям... Это странная претензия, потому что на Ютубе сколько хочешь. Он косячит, да, он кривой, невероятно. Майнкрафт всегда кривой. Он может рисовать потрясающе красивые планы, сделать это нон-стоп. Типа, зачем верить кому-то на слово, что оно выглядит как говно, когда у нас есть 2 секунды, и ты записал все, что у тебя на экране есть. Ну, типа, открываешь, смотришь. Типа, Майнкрафт, RTX, лонгплей. It's clearly a take on Plants vs. Zombies in a way, at least the perspective of that, you know, horizontal shooting waves of guys coming in multiple different lanes. Понятное дело, что как бы сцены для рекламных показов предрасчитаны на то, где они реально будут хорошо выглядеть. Мы прямо сейчас с вами уже 4-й час смотрим лучшее, на что способны эти игры, которые показывают. Потому что, наверное, то есть никто не пытается показать свою игру с худшей стороны. Прям лидер. I'm not sure how the roguelike elements are in this game. I'd have to play it to see, but I know that they I see cards now. Okay. Да там без плагина все хорошо выглядит. And they've got some other elements added in that are, you know, spells casted. It looks like I don't know what they just did. That looks like a boss fight. I see barricades, boss fights. This looks like a boss fight. You got barrels being thrown, towers being killed. Почему? It's a really fun game. You did a remarkable job at explaining that. Странно. Okay. You know what? You want to run the test again? Let's explain RoboCraft 2. Почему Пикачу парит над землей? So this was amazing. The fact that moving forward, right? We got to talk to the dev. Yeah, I think it was really cool that they have a community of 16 million people, and the fact that they are literally kind of developing the game. They are creating vehicles and making Plants vs. Zombies получше выглядел иногда. Fighting them against each other. That is a crazy deduction of what this game is. One thing I really like is how it's a lot of community-driven stuff. Игр с историей много, проблема в том, что они все стали такой же индюшкой, как и все остальное, поэтому кажется, что их нет. And that seems to be the foundation of this game. You build your own crafts, or your community does, which you can download. But not only that, то есть Steam также завален, как и всем остальным, завален играми с историей, только это будут гораздо более простые игры, чем раньше.
как и все остальные. То есть, типа, у других игр нет истории по той же причине. А в Sonic Superstars даже не будет озвученных диалогов. Ну, вся история подаваться в катсценах без... Соник не говорит. На конфах это тренд 10 лет. Shit, we might have a map with water and we'll have a This looks really cool, and I think Seer will be really, really bad at it. Absolutely. No. I would thrive in this environment. I'm not even joking. No, you wouldn't. But you know what? What? You know who would thrive? You know I know who what? would thrive in almost any environment. Ladies and gentlemen, back to S-Fan. О, все, она начала кончаться. 15 минут осталось. Jesus Christ. Прикиньте, Сара пропустит конец We have from Julio Heroes, our first of our next set of games. Отмотает. It is a 2D action fighting game called Resistance 2046. Наклз феминисты, это канон. Помните об этом. Resistance 24X. Это выглядит плохо. Это выглядит как... Да. Именно так. По хит-стоп анимации можно за 2 секунды понять, хороший файтинг или плохой. То есть, или хотя бы, как минимум, можно понять, понимают ли люди, которые пытались сделать игру, пытались ли они сделать что-то хорошо или нет. Там был написан Play the Demo Now. Я бы лучше шахматы сыграл, но... Нет, мне в шахматах интересно, если там фигуры побеждают, когда ты побеждаешь в файте, да, то это лучшая игра на свете, потому что можно всех троллить нахер. What is this? Это Metroidvania со шматом совмещено? Мини-шут Adventures, то есть как Pixel Junk Adventures. Блин, вот это ладно, идея хорошая. Вишлист. Правда, это на шмап мало похоже. Будет Hell скорее. То есть я даже не знаю. В принципе, подобных игр много, они не совсем шмапы, да, где много пулек. Надо уворачиваться и по кругу кружить. Soul Game. Blaster Master разве Metroidvania? Я очень мало играл в Blaster Master. Буквально, наверное, 20. Мне после того, как мы первый раз посмотрели Blaster Master, когда NES играли, он мне начал попадаться везде. Переиздания, аналоги. Я не знаю, то есть я никогда не знал об этой игре, и вдруг она везде. Я сидел сегодня в своем виш-листе и смотрю, что у меня там Blaster Master Zero за 1000 с чем. Вообще, Blaster Master это симулятор, правильно? Эй, Bullet Hell Adventure. Embark. Bullet Casters. Я не люблю Bullet Hell. Ну, я не знаю. Есть визуальный Bullet Hell? То есть шмапы обычные, вот когда вот такой, где вот прям 2 и 2, я не знаю, я и коругу я до сих пор не могу пройти второй уровень. Когда-нибудь я попробую в них научиться играть. Когда научусь играть в файтинг. То есть никогда. Я просто не представляю, что мне когда-нибудь хватит памяти запоминать большое количество паттернов. А каким макаром люди угадывают паттерны, для меня это еще большая загадка, чем запоминание. Типа, с малым количеством опыта ощущается, что это годы практики постоянной, и то не факт.
from Astrolabe Interactive, and it is an open-world naval combat game. Game is called Aloft. Aloft. По-моему, мы уже видели эту игру. Очень знакомо, да. Про острова Майнкрафт. Я добавлю ее, наверное, в виш-лист, потому что мне нравился концепт майнкрафтовских карт. Я уже добавил ее. Окей. О, вот это не показывали вроде, да? Нет, показывали. По-моему, показывали. Показывали, да, я просто забыл. All right, that animal update is coming. The animal update is coming. There at the end of June. You guys can get the demo Animal right update. now. You guys can wishlist it right now. It's coming. Bit of a sandbox game, super cool looking. Animal update. For our next game coming up, it's from 85 plus games. It's I don't know. There's not too much to be said about this game. I don't even know who would try and own one of these games, but it's called Unrooted. You can check it out. You'll learn more about it. Tell me more. Ори. Why are you still here? Just to suffer. Ну, устал человек, понимаете? Человек. Нет, ну, тот бородатый вроде человек еще пока. Как это работает? Как-то не очень хорошо. Пожалуй, нет. Но она выходит скоро. Давай, нажми. That was Сделай Unrooted. Yes, Unrooted, the game that Miskiff paid Sinak to work really hard on, and then he was going to take all the credit on it. So, начинаю подозревать, что мне не хочется курить, потому что тут ёбаный дубак. А на улице еще холоднее. Я пропустил. Пару интересных игр. Может уже спать пойдем? Окей, Сара, чуть-чуть осталось. 20 минут осталось. Ты уже 2 раза походил спать. Все, мало. Давайте доспорим, да. Нам осталось чуть-чуть, они уже закончили. Идем на сокращение времени. Показали интересную смесь Метроидвании и шмапа. Ничего себе. Ты играешь за корабль, который летает, отстреливается. Лабораторы сегодня в постельке меня будут греть. Котя, иди лучше. I agree with what you're saying. We said earlier that this would be a great trash talk game, and I completely agree. I think это еще одна игра, которую показали. Очень коту понравилось, он сказал, будет демку стримить. Это не Хог плюс обычный файтинг. Тони Хог? Не Хог. Нидхог. Нидхог, да. То есть тут они решили экстраполировать, и если происходит событие, то здесь анонсер на эту тему на весь экран затмевает светом. Еще Bullet Hell показали. Топ-даун, но... Да, они говорят не про эту игру, они походу говорят про Little League.
take a look at that, see what people have to say, and you guys have any thoughts about that game? Вот это вот. Yeah, this game, Вася, ты ушел, что ли? Вижу. Это как бластер-мастер. Нет. Наверное, я не знаю, как бластер-мастер играется. Ты же играл в него, нет? Я играл на Дэдди только чуть-чуть. Ну, движение здесь отменно выглядит. То есть прям приятно. Напоминаю, что мы сегодня стали свидетелями рождения жанра мотования, или как это называлось. Это было охуенно. Это наша победа? Да, хуй знает, что-то не уверен, что это так уж интересно выглядит. Нет, тут просто сейчас так показывают, там показывали, довольно интересно было. Which means that if I played this game, I would go absolutely fucking ballistic, ape shit, getting mad at it, quitting the stream, getting mad at people, banning people, etc. But I mean, to be honest, it plays very well. It plays very well. It's extremely responsive. I've seen this whole thing, I think, a couple of times already, and I was. Лаборатора хуй знает. Это Лагуна эту игру любит вспоминать, потому что там как-то связано с его странной серией. А никто другой не знает о существовании. It's really easy to visually see what all's happening on the screen. So even when it's cluttered, it's very easy to read. And I really enjoyed the smooth movement. It looks like butter, just the way that the Это типа была миссия этого друга, блядь, своего перевести из точки А в пункт Б. А может на перегонки с ним? And it's kind of like, imagine if that game that we just saw had like 50 other ones at the same time. Хорошо выглядит, хороший, красивый. Играть я в это, конечно же, не буду. Да, но просто вспомнить достаточно эти демки шмапов с PlayStation первого, что играл, и это просто небо и земля, конечно. Там 100 раз красивее. У нее все время включена точка этого хитбокса. Это, ну, как бы, так... Это не по-пацански. Ну, типа, пока ты тренируешься сколько угодно, но потом все-таки принято убирать ее. Что за точка хитбокса? А, вон, видишь, на персонаже. То есть у тебя засчитывается хит только когда пойдет белую точку. Типа, обычно это включают и тренируются, а потом все-таки, когда ран на прохождение, все-таки выключают. Нихуя себе, это нормальная практика, что ли, в этих шмапах, что у тебя точка хитбокса куда ниже персонажа? Да, в шмапах нет, в буллет-хеллах это норма, всегда так. В шмапах там бывает все-таки, что как весь кораблик хитбокс. Иногда и даже Не, лаборатор, не. Посмотрите, забеги там, точки нету. Типа, ну это не true, то есть, типа, ты должен все-таки по модельке ориентироваться. Впрочем, за все тохи точно не буду говорить. Играла с Тохой, когда он еще был уважаемым журналистом. То есть никогда? Не, ну может быть там 2003-2005. Incredible Art, вот он назвал Incredible Art, вот это то, что мы сейчас видим, да? Году 2000 как... Не так. На первой видеомании, да, просто у Тохи не было твиттера, поэтому еще никто не был в курсе в широкой аудитории. Но уже был ЖЖ, да, наверное? Да, у него ЖЖ был. Он много магии постил, между прочим, активно. То есть, когда я появился, он там до сих пор это постил. Я помню, я сидел на форуме МГС Station.net, по-моему, не помню. Он там тоже активно постил. Там срач был по поводу того, как он Кодзиме дал музыку послушать. Там послушать? Ну, музыку, когда дал Кодзиме послушать. Это Сферидова, да? Да. И после этого тема МГС пропала из МГС. И вот там его там хуями обкладывали, он все пытался оправдываться. Но она не пропала, 4-я же все равно было. Ну, она там, это единственное, где она появилась после этого. И то только в самом финале, или в титрах, или в драке с социолотом, я не помню, где она именно была.
А что там, плагиат, что ли, мелодия? Ну, типа, ну, хотя там сложно сказать. То есть кусок похож, но тема МГС состоит из кучи таких кусков. Там, ну там, в общем, я так понимаю, это больше перестраховка со стороны канала. Да. Ну, типа, потом Свиридов сколько лет был уже к тому времени? Не, ну самое главное, наш простой русский парень с этого, с поселка, блядь, не знаю, искателей, плохо жирный, просто взял, блядь, и грязно выебал в жопу Хидео Кодзиму, блядь, а вы его не уважаете. И Хидео Кодзиму, Канами и всю серию МГС. Сосать, Вася. Завистники. Россия. Да, Реймус, но играл ты на максимальной сложности. Единственная, которая считается в топ. В тохах единственная сложность, что читается, это когда ты ему на Патреоне заносишь 1000 баксов в месяц. У него вообще есть Патреон? А хуй знает, где-то же собирает деньги. Интересно, какие там эти голы ставят на Патреон. Побрить голову на запись? Я вот не понимаю, вот эта хуйня, он и как, ну, вот это усики, блядь, не знаю, что это такое. Он цепляется ими за стены? Или что? Он тянет, и куда ее тянет, туда идет. Оно похоже на пога-стик. Драгомастер, если нету, то это большое упущение. А он сказал, что это, думал, что игра выглядит плохо. У Втохи точно было, собственно, на Ютубе этот партнерка, когда ты этот контент какой-то для подписчиков платный. Да, он же одно время подзакрывал вообще все видео свежие. Он там горел тогда, потому что как только он выкладывал видео, его сливали, по-моему. Ну, в общем, даже так он, по-моему, год не постил на Ютубе. А где он еще, я не знаю. Но он же монтировал этот трейлер для... Да. Wanted, да, игра со средней оценкой 50 баллов или 45, не помню. Для Most Wanted? Ну да. Wanted, Dead or Alive. Они сожрали Лысого, да? Горячие азиатки сожрали Лысого. Гейм трейлер. Эй, лошадь без ног. Охуенно. И мужик без ног. И уже не так охуенно. А мы это не видели? Весь мир без ног. Я выясню, что с тобой случилось, дядя. Только сначала построй себе крепость. Эй, это гражданская война. Ей, лучший сеттинг на свете. Это уже РДР какой-то, блин. То есть он там за дядю мстит, вот это все. Нихуя себе. Да, но ноги это социальный конструкт. Ноги переоценены. Господи. Один угнал чужую корову, другой курицу угнал. До лошади. Нет, спасибо. Конечно же, огород. Ну, конечно же, огород. Я не могу, меня уже тошнит от огородов сегодня. Да, с каждым годом все больше и больше огородов. Напоминаю, что огород был даже в Fallout 4, блядь. Это был, сука, это было ёбаное говно, не огород. Ну, потому что потом был Fallout 76, а вот там огороды настоящие. Не, почему все делают огороды, никто не делает ферму, которая ферма с животными? Не, в каждом втором огородном тайтле есть ферма. Но там нету всего цикла. Ну, всего цикла нет нигде. Вообще было бы интересно, на самом деле, посмотреть игру, где был бы полноценный весь цикл. Это как Ситлерс, наверное, да.
И это Не, проблема. ну в Цетлерс разве есть эти мясобойни, или как это называется? Я имею в виду, что вот тоже цепочка такая производства. Ну да. Не, ну, как сказать, можно не настолько полноценное, можно как на этом Мерканс, когда, собственно, пастух приносил сразу тушу на склад. Эксельдок, узнаем завтра, будет ли там Филд, будет ли там Стар. Да. Филд точно будет. Будет ли Филд? 7 часов 30 минут, да? 7 часов 30 минут. Я хоть поспать успел, а вы вообще ебанутые. Я сейчас спать пойду. Мне, кстати, завтра вставать. Забыл. Да, золото тебе же. Рано вставать, чтобы побухать. Не, ну завтра у нас, значит, конференция Microsoft, это, походу, главная конференция года, потому что ни у кого ничего не было, кроме игр. Единственная надежда на Фида. Вы так говорите, как будто у них что-то будет. Ну, как минимум ролик персоны покажут. Ну, мы его уже видели. Которые все видели. То есть, да, это ответ на все уже видели МК-1 от Кили. Не, ну там официально анонс был, а тут чисто слили. Да, Филдсонг 1. Напоминаю, что в стоп-гейме Hollow Knight назвали неудобным управлением и отправили в рефанд. Ну, то есть я не представляю, то есть, ну, вышел... Я помню, как Hollow Knight вышел, я про игру вообще ничего не слышал, я включил, господи, оторвался часов через 10. Но сверхмозги в стоп-гейме включили игру, искали неудобное управление и забили на нее. Потрясающе. Малая вариативность, наверное, там тоже была. Нет, у тебя есть кнопка атаки, ты все время нажимаешь ее. Да. А нужно, чтобы сама зажималась и атаковала. И чтобы тебе ходить не нужно было, чтобы само все делалось. И чтобы, говорю, самое главное, что большая вариативность была всего этого. Ну, потому что это их внутреннее состояние на аватарах. Надо было в жизни попробовать поносить такие волосы. Кто знал, что от души к 30 годам. Теперь завидно. Не, ну слушайте, вот костюм этого Асмонголда, это какой-то безумный миллиардер. Кто такой оденется? Вот, блядь, что? Это выглядело как конференция Konami. Это типа было запланировано и импровизация. Это не очень запланировано. То есть это печальный итог, потому что они сидели сколько, 4 часа, да? Уже ноги начали отрубаться. Почему девушки стоят отдельно? Они боятся, что это придется сразу поцеловать лысого при встрече. Учитывая, насколько он горячий. А, то есть они двум студиям по 25 тысяч дали. А, да, один выбор комьюнити, я так понял, другой их выбор. А Creature Keeper это тот, где покемон, да? Да. А инженер это где строитель. Они инженеру денег дали, да? Неудивительно, у них там человек из этой компании к ним пришел. Инженер это что вообще было? Где надо строить всякую фигню, чтобы проходить уровень. Сука, ненавижу этот ёбаный сон. А, может быть, вот этого в очках чувака, которого подкрашены. Эй, а нам не забанит, если мы загрузим это на YouTube? Конечно, нет. Да, а если забанят, то мы напишем большую новость, да, во все эти медиа. Там два лысых. Там два лысых, нихуя себе. Нас же заблочили этот, да, видеогейм. А, да нет, там сейчас вырежется кусок и все. Я уже второй раз блочил. Сначала там Nintendo заблочил. А, не Nintendo, кто-то. А, сначала там Sony заблочила за фильм, ну этот, Twisted Metal. Да, а теперь там какой-то кусок заблочен, вообще непонятно за что, так что. То есть два лысых, две женщины, блядь, все гендеры, да, попали в котел.
Ни одного взята. Слушайте, это реальные комментарии вот это сейчас? Или это они придумали? Сейчас нужно... Нереальные? Не, вряд ли. Сейчас я хочу включить. Блядь, дайте мне включить комментарии, суки. Как комментарии включить? Комментарии там стоят. Уже все это. Не, там сейчас комментарии не двигаются. То есть это они сами написали что-то? Кам. Ладно, возможно, это реальные комментарии. Так, ну что значит, сейчас, секунду. Значит, завтра собираемся... Мгновение нужно. Та-да! Блядь, завтра собираемся в 8 вечера, смотрим Xbox, PC Gaming Show и Capcom Showcase. Xbox. Ну, это будет где-то... Бля, слушайте, это будет много, это будет 6 часов где-то. Но это будет, по крайней мере, интересно. Ну и плюс, все-таки, если Starfield совсем нудятина, можно будет на час прерваться. Ну, то есть там нормально, там у Capcom Подожди, а что там Starfield отдельное шоу, да? Ну да, у Xbox конференция на 2 часа с 20 до 22. А потом Starfield, вот у него своя, этот, как его, хуёвина. Ну да, да, если не интересно, то можно будет отойти, там, стрим не выключать. Да. Ну да, PC Gaming Show там где-то 2 часа, а потом Capcom Showcase на 20. Что-то я подозреваю, PC быстрее будет. Лаборатор. Хороший вопрос. Не могу на него сейчас ответить, потому что не знаю, во сколько вернусь домой завтра. Ну, Лагуна вот взрослый человек, ему нужно бухнуть, вот да. Он все-таки не какой-то там кидал, не ребенок, у него есть работа и нужно желание бухать. Им шоу-кейс. Скоро будем ему скидываться, блин, не знаю, на пересадку печени. Потому что Лагуна взрослый человек, он бухает. Так, тяжело работает и тяжело бухает. Так, это все, да, расходимся? Да, всем пока, всем спокойной ночи. Это было интересно. Я вообще дохерища игр себе. Да, я 30 игр добавил, я так много никогда не добавлял, наверное. Да, 2 лысых ведущих, то есть это неплохо так было. Отличная конфа. Две горячих азиатки, 2 лысых ведущих, ебать. Лучшая конференция года. Да, всем большое спасибо, всем пока. Бай-бай. Все надежды на завтра. Если завтра обманет ожидание, то ням-ням-ням, конечно. Как говорит лаборатор, нямочка. Или это говорит бир. Бир, говорит. Эксельдок на заводе никто не бухает, потому что нельзя на рабочем месте бухать. Чмошники. Все, всем пока. Бай-бай. Стоп, а я не могу сам крякнуть, что ли? Что за фигня в Дискорде? А Лагун не сделал?